Здорово, народ. Здорово, всем привет. Ну чё, продолжаем мы проходить Dark Souls 3. Значит, завалил я Лотрика вместе с Лорианом. Но это произошло вне стрима. Он туда вот поставил на самый большой трон его башку, как трофей. Ну и в принципе-то все. Сейчас вот посмотрим там что-то. Понеслась по гусиным кочкам, родная. Здорово, Серег. Понеслась, да. Короче, что, мы сейчас пойдем в сад Снедаевого короля. Что это такое? Осмотреть. Дед, короче говоря, исчез. Но оставил за собой возможность, короче говоря, у нас перерабатывать оружие. Я понял. И у нас появилась локация новая. Вот это вот. То есть у нас вот этот храм огня становится типа полностью безлюдным. NPC куда-то исчезают. Ну и типа я уже могу сразу же пойти на финального босса. Но у нас еще как минимум тут трое людей. Трое боссов. Не завалим их. Поэтому погнали туда. Потом еще в DLC. Так что до финального босса, я думаю, еще прилично. Я думаю, стрима 4-5, наверное, где-то так. Ну, посмотрим, как пойдет. Ладно, поехали. Возвращаемся в этот храм, где мы валили танцовщицу, и погнали вот в левую сторону. Потому что прямо у нас как раз вот эти вот лотрики всякие были, архивы и так далее. Вот здесь я открыл срезку. То есть вот с этого мужика спускаешься вниз, потом чуть-чуть направо, и вот тебе срезка пошла. В принципе, вот и все. Бам. Бам. Так, ну тут, в принципе, ничего нету. С Лориана я взял меч. Получилось у меня закалить его только на +2. Так, ладно. Этот мужик пускай внизу тусуется. Закрыть мне получилось его только на +2. Мне нужно побольше этой какого тонитовой чехуи. И потом мы его запялим на +5. И все, типа, имба, короче говоря, имба обеспечена. Ну и в принципе-то все. Вот, собственно, и все планы. Ходить, гасить боссов, тащить и искать чьи-то какую-то титанитовую чехую. Вот и вся любовь. Тостер. Покажешь, как выглядит. Да, давай, не вопрос. Вот он, этот меч Лориана. +3 он у меня заточен. То есть мне еще одну титанитовую чехую надыбать. И все. А так он у нас лупит. С огоньком, короче, такой. Забавно. То есть он еще сверху поток огня делает. Вот так вот. Дожигает, скажем так, противников. Но это какого. Пусть у меня осталось одну чехую, и надеюсь, что я где-то ее тут неподалеку найду. И я потом его затачиваю на +5, короче. Будет ништяк. Здорово, Егорыч. Как работа? Как там апатиты поживают? Пока мы просто с этим, с топором имбовым побегаем, который тоже, в принципе, хорош, как бы, но единственное, что он тяжеленький. Поэтому не могу полный сет одеть и спокойно пользоваться перекатами. Я думаю, ну, немножко потерпеть, ничего страшного. Так, а он еще куда-то вот сюда, кстати, едет. Ну-ка, давай, посмотрим. Че вот у нас? Вот этот лифт посередине даст. Вот тут мы опускаемся. Тихо, не сюда. Ну, в принципе, тут тоже можно. Антонов, да. Все нормально. На выходных хвалюсь. Угу. Ну, ништяк тебе еще. Ага. Я спустился тут же, только этажом ниже. Кольцо с чешуйкой дракона. Посмотрим. Посмотрим для чего. Ну, где кольцо это?
Вот он. Уменьшает урон от ударов в спину. Антонов, ты в отпуске, что ли? Нет, у меня отпуск будет где-то через недельку. 9. Ну, точнее, 7, по-моему. 6 на 7 мне надо смену отработать и все. Месяц поработал. И обратно в отпуска. Тихо. Я чуть не двинулся отсюда. Угу, сюда никак. То мы отсюда видим. Ну да, в принципе, как вариант, можно бахнуться. Ага, там у нас мужики ходят. Стой. Я хочу осмотреть вот эту локку, только чуть-чуть ниже этажом. Там у нас 2 скверны носятся, чем мы их с этого с лука аккуратненько запилим. Ага. Так и подохнуть можно. Блин, а что, рычага у нас в медитаке не придумал, что ли? Ах ты падла, блядь, а? Придется падать. Вот урод. Главное, с той стороны этой локации такой же, тоже такой же лифт, как бы, но там есть рычаг. Тут нету. Ладно, не будем рисковать, когда. Давай так. Вот здесь у нас, да, гаврики вот эти ходят. Мне вот там интересно, что светится. Буквально, чтобы получить имбу, как бы, мне достаточно одну титанитовую чехую надыбать. Погоди. Короче, либо вот здесь, либо вот здесь. Она. Ладно, давай попробуем сагрить, короче, вот этого чувачка. Тихо. Спокойно. Сучонок. Да, он не дает встать. Бля, их надо как-то аккуратненько ебать. Придется идти по тому же пути. Я тут вчера бегал, короче говоря, однажды получилось спокойно, совершенно не дергаясь, одного клоуна такого завалить, как бы. Он просто ходил вокруг меня, ну, я, соответственно, вокруг него, но тем не менее, без базара он убился, буквально 3 удара. 83. Эти твари боятся огня. Да, я знаю, что они боятся огня, но бомб у меня немного. Единственное, может быть, пробовать его Лориана мечом лупить, но, по-моему, такое себе. Он до конца, типа, не раскачанный. Я, типа, топором больше снесу по-любому. В общем, надо как-то аккуратненько завалить этих ребят. В принципе, можно попробовать прям вниз упасть в наглую и попробовать там с ним пинаться. Глядишь, может, тапками закидаю. Ладно, пошли вниз как-то. Ага. Подожди. Вот она что. Короче, у нас... Ебать, я чуть не подох. Ебош, Алексей. Будем стараться и ебошить. Я вот что думаю, может быть... О, я про это забыл. Все, отъехал. Надо души собирать. 83. Можно луком потихоньку. Можно, но видишь, луком я стреляю, он сразу же бежит ко мне. Я вот думаю, с какой бы позиции его бы ёбнуть. В принципе, если я здесь начну стрелять, то возможно... Нет, не пойдет. Не пойдет. Вот где бы то так нормальненько так присесть, короче, на бутылку, так сказать, чтобы он вообще меня не достал. Бля. Эти как бы рыцари похуй. Вот эти бешеные чуваки. Они выносят вообще на раз. Подожди, давай попробуем вот так вот.
Сквозанет он за мной. Так. Вход не видит. mr.тостер. Я подумал, и мы решили, что можно пройти DS2 за маг. Разумная идея. Да, я тоже к этому склоняюсь. Она просто чуть побыстрее получится. Прохождение. Ну, типа, не 20 стримов она у меня займет, а, допустим, ну, 15. Бля, их тут трое теперь. Ну-ка, вот это. Вот вообще с правой стороны он ушел. Ушел и обещал вернуться. Ага, и он сразу ко мне топит, да? Ага. Вот оно что. Они, короче, не догадываются подняться на ступеньки. Кстати, примерно таким же макаром мы сейчас будем глючить от Цейроса. Бля. Ну и все, он полетел, короче. Полетел он меня сношать. Стоянно. Во. По-моему, так он подглючил. Макс 83. Нес с этой стороны Аскайстра танцовщицы через храмовника по лифту зайдешь к тварям с другого края. Странно, что-то сообщение твое, Макс, не пришло. Не могу прочитать заново. С другого края там что-то, то, что услышал. Угу. Стой. Ну-ка, допрет он? Да, допрет. Уёбок, ну как так-то вообще? Просто с двух ударов убивает. Блять. А вот эта локация, куда я пытаюсь спуститься вниз, там их трое ходит. На каждого примерно стрел, ну, по 15-20 от сил. Проблема в том, что они лупят, сшибают тебя с ног и ничего не помогает. Закидывать бомбами, у меня бомб, по-моему, что-то там 16. Макс 83. Нес с этой стороны Аскайстра танцовщицы через храмовника по лифту зайдешь к тварям с другого края. Ну, вот с этого края я зайду. Я понимаю. Я вот с этого края я и начинал эту срезку открывать. Дело-то в том, что там не очень удобно. Там удобно первого валить. Но неудобно валить остальных двух. Они до туда не доходят. Ты их типа не видишь с лука. С той стороны. А ты мелкий ублюдок. Сикнул меня своим топориком. Блин. Да, без пизделей тут как без пряников просто. Бля, или попробовать еще раз вдруг с лука дотянусь. Да нет, вряд ли. Там с лука можно только первого завалить. Макс 83. Остальных двух с места второго храмовника один там стоит. Я пробовал, он там посередине стоит. Блять, я проехал. Я пробовал, короче, с этого какого, с середины их валить. Они добегают до тебя и лупят. Стой. Бля, может он сюда не пройдет? Вот я отсюда их хорошо вижу. Ну-ка, давай. Так, ну допустим. Допустим. Ах ты, ебаный утырок. Он пролез. Да давай ты быстрее. Нихуя не вижу. Что происходит, не в курсе. Но я ему наебашу. -1. Большой осколок титанита. Ну кто бы сомневался. Так, ну давай, наверное, вот
Бля, ну я ж подохнуть могу. 18 косарей душ улетит просто. Он сейчас меня спалит просто и сожрет. Хреново то, что они вот сюда пролезают, дырка большая. Он должен как Винни-Пух тут нахуй застрять своей башкой и Макс все. 83. Их убивают с лука, как подбегать начинают, отбегаешь назад, бомбы нужны побольше. Ну, бомб побольше пока. Ну, он меня спалил уже, все нормально. Тихо. А вот здесь он, по-моему, застрял. Застрял же? Сейчас я похилюсь. Да, он подзастрял, по-моему. Но он может меня до сих пор через текстуры ёбнуть. Ёбак. Блять. Ништяк, чё. 18 душ улетели в очко. Ой, беда разрушения. Как их, блин. Бомбы побольше, так... Юлия АС. Это было ювелирно. Нет, по-моему, это было пососно. Я сейчас одного-то замочил, а второй меня ёбнул просто вообще как ребенка. Бля, можешь попробовать вот отсюда как кого-нибудь хотя бы. Ну, первого-то понятно, я убиваю, но в остальных двух он не дотягивается. Да, попробуем, конечно. Все равно уже, в принципе, терять-то нечего. Души были проемы. Тихо, тихо. Забиваем этому клоуну щиток. Топор дело хорошее. Только тяжеленький. Он для двуручного хвата. Ну поехали, что ты? Тупит как транда старая. Давай с этой стороны Макс попробуем 83. зайти. С того храмовника, где один стоит, лучшее место луком и бомбами пострелял, отбежал, кинул бомб, отбежал. А я смотри, как сделал. Несколько раз. Я вот так стрелял. Он здесь точно не достанет. Не унизит гвардейца, так сказать. Все, он сейчас тут побесится. Давай-ка мы второго... А, нет, все, второй уже дёру дал. Но он, в принципе, может быть, я не знаю, учитывать там, блядь, Солнце в созвездии Галилео, блядь, может быть, он дотянется, конечно. Но не факт, вообще не факт. Долго, нудно, зато безопасно этого пидора можно завалить. Главное, туда вниз не вставать надолго, потому что тебе еще отравление вешают. Я тут вчера этого лотрика забагал первый раз. А у меня стрелы закончились, и все. И хана. Макс 80. Пришлось багать еще раз. Прокачать надо было, для этого дела не учил. Ну, у меня лук прокачан плюс 3, как бы, там потом... Какие-то ресурсы, я забыл, он требует. Ну, может быть, буду там в храме, если что-то мне ненужное будет попадаться, то я качну. Вот этот нижний вообще без проблем, как бы, он ушатывается на раз-два. Мне вот эти два интересуют, но я, походу, их не достану просто. Выбегать на середину, блин, я пробовал. Они просто ко мне вовнутрь туда забегают и начинают меня мудохать. Один раз мне повезло, я вот там вот этого товарища, вот где-то вот в этом районе завалил. Он мне вообще типа ни одного удара не нанес. Я просто бегал вокруг него и мудохал. Нормально. А сейчас что-то не получается. Я не знаю. Сейчас он тут продрищится, будет возвращаться.
Он там, в принципе, виден тот чувак. Я не знаю, давай попробуем стрельнуть. Макс 83. Этих двух с места храмовника по одному как подбегать начинает, отбегая подальше, чтоб не Во-во-во, увидел. он... Я еще второго сагрил, походу. Сейчас мы и второго туда притащим. Иди-ка сюда. МЧ. Во-во-во, поближе, поближе. Бля, он меня, походу, не видит. Но урон наносится. А, пусть он там гуляет пока. Ну, вот этого постреляем. И тебя вылечат. Главное, его далеко не отпускать, а то он, наверное, может больше не прийти. Взял мне камеру, натряс. Во, как раз. Американский пирог все в сборе. Здорово, ёпта. Макс 83. У тебя на луке еще есть мощнее выстрел от маны пробой. Манна. Это типа надо зажимать какой-то мега удар, я не знаю. А, ну все, я понял. Типа две клавиши выдерживать. Ну, на 40 ракет побольше сносит. Такой звук, как будто он из пушки херачит. Все, там этот отъехал, товарищ. Будет Макс обидно. 83. Спецпрем лука. Не знал. Я вот, конечно, думаю, это все классно, но будет обидно, если вот сейчас меня тот просто уебет и все. Будет печалька. Зря страдал. Но он, видишь, он ушел, короче, туда, в дебри, и все, и он там тусуется прямо вот за этим деревом и за вот этой лестницей. Больше не появляется. Пидор, что сказать? Давай, 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 быстрее. Так, ну, погнали вот это пожитки собирать. Ну, он тут шлюхается. Давай хоть этого храмовника запятунем. Иди сюда. Молодой чемодан. Стоит, скучает что-то. Ну-ка, а щиток? А щиток? До свидульки. Так, ну может быть, он не догадается подняться по ступенькам. Макс 83. С площадки храмовника убивай тварь, как храмовника разберешь. Так вот, видишь, он пытается сюда подняться прям. Ну попробуй вот потихонечку его сносить, главное не это, чтобы он не догадался сюда подняться. Вот отсюда, в принципе, я в него попадаю. Как говорится, медленно, но уверенно. О! Все, он до сюда добегает. И в этой точке, в принципе, где-то тут. Ему можно напинать под сраку. Даже вот, наверное, с усилением, да. Ебну его. Главное контролировать, чтобы он сюда не забежал с правой стороны. То мне немножко бородка придет. По пояс. Херово то, что они с ног сбивают и потом вставать вообще не дают. Тупо на земле тебя захерачивают. 5, повыше. Ебать, я леголас вообще.
Ну-ка, вот тут вот ему. Да, косоглазый Леголас. Прям в дырку ему попал. Бинго, ебать. Ну-ка, тут коленку какую можно ему там присунуть? Во. Пусть он здесь ходит, да? Вот. Тихо. Одно сюда. Макс 83. Смелее подходи, кидай бомбы, как побежал, убегай подальше. Погоди. Да вроде со стрелами катит вот эта вот тема. Пускай, да, пускай немного времени побольше занимает. Ну нахер мне его провоцировать лишний раз, правильно? Сейчас мы его потихонечку разберем. Я тут 30 косарей на эти, как его, на стрелы потратил. Но он двигается все в другую сторону. Все, нормас. Живем. Все, теперь можно спокойно тут, короче, обойти все. Но здесь вот я с этой стороны все обошел. Сейчас смотрим, короче, здесь. Давай по-быстренькому. Чик. Здесь, по-моему, 3 даже, да, светятся штучки. Прелая смола, спасибо, не надо. Обломок титанита, блядь. Ну, в принципе, обломок титанита поможет лук прокачать. Вот тут. Давай по-быстренькому. Белая смола. Да что ж такое-то? Хуйню дают. И все, короче, да? Тут больше, по-моему, брать нечего. Я вот где-то здесь все-таки рассчитываю. Дядя Петя. Ты откуда вообще взялся-то? Когда его тут не было? Я вот здесь где-то в этом районе рассчитываю чехую найти. Недостающую. Темный цвет, самоцвет. Спасибо. Просто замечательно. Так, ну и все. Убирать тут больше нечего. Пошли, короче, к этим храмовникам, которые в 2 экземплярах тут наверху стоят. О, кстати, еще что-то. Титаниты. Блять, вот откуда беретесь-то? Они что, от сырости тут заводятся? Не, надо прям все Макс закутки 83. осматривать. Наверху по лестнице обломок. Так, а нужно что-то, чешуя нужна. Мне вот одной петушки не хватает. Одной чешуи. Здесь я все обошел. Прям нужно каждый закуток осматривать, короче. Чтобы это дело редкое не просрать. Ладно, пойдем дальше. Кстати, ну да, ходов у нас больше нету. Здесь получается 2 лифта. Или лифта, кому как удобнее. И все. То есть, понятно. Штучка. А он бафы, да, короче, будет на этих клоунов накладывать. Это не очень. Серьезно? У меня еще и стрелы кончились. Почему их тут так ограниченно дают-то, блин, а? В первой части без проблем можно... Тихо, душонки. В первой части можно было без проблем как бы носить с собой хоть 1000, ну там 999 стрел. Какая-то залупа. 99 и все. Макс 83. Чешуя будет подальше по другому крылу от танцовщицы, где рыцарь стоит с лекарем. Угу. Я уже это взял. Я уже это взял. Вот это.
неприятный тип кривой наружности. Так, ну давай. Надо вот где-то здесь эту чехую искать. Ну-ка, может подкрасться ему по жопе дать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прямо как за бэкстейви. Да. Ах ты сраный утырок, блядь. Буквально пару секунд не хватило, чтобы ему ебло дать. Ну, в принципе, мне уже не надо будет этих больших убивать. Сейчас просто надо пырить до этого Макс урода. 83. Или послать босса тут прямо за храмовником. Или после босса прямо за храмовником. Вот в этой части я уже всю чехую собрал. Мне надо вот здесь ее искать. Если она вообще, конечно, есть. Но, в принципе, стрелами мне можно уже не пользоваться. Вот, мне вернули 99 штук. Спасибо. Я же не ошибаюсь, да? Вот эти клоуны тут бафают. По-моему, они так же выглядят. Что-то он упал, короче, как-то. Анимация вроде как, точнее звук был, как будто мне урон нанесли, но он ничего не сделал. Все? Где он? Тут же был чувак. Ага. Видимо, совсем другая история. Сейчас, короче, сразу же к рыцарям идти, и все. Даже вот так. Макс 83. Больших с мечом храмовников из лука на площадке можно поубивать или в бой вбыкать. Ну, сейчас я попробую его еще раз так чисто на мужика ебнуть. Если он снова меня завалит. Можно, конечно, да, и с лука у него что-то снять. А потом подбежать, добить. Ну да, в принципе. О, 98. А он жирный. О, ну сейчас вот так его треснем. О, и добиваем. Нормас. Оптимально. 5 больших осколок. Но это говорит о том, что тут прямо настаивают разрабы, чтобы ты до конца прокачал свое оружие. Всякими титанитами. Ну, которые вот обычные, без всяких там этих приблуд, зачаровываний и так далее. Так, смотрим, что тут у нас можно взять. Есть ли? На жопе шерсть. А здесь? Ага. Меня не дамажит. Давай. Не угадал. Бам. Тихо, 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 тихо. Блять, полетел, ну да. И полетел ебашить, а? Ты смотри, какая падла. Макс 83. С площадки не спрыгивай с лука, Блядь. расстрелять, они прибегают к тебе. Ах ты ебаный урод, блядь. Взял меня, просто запинал. Я в ступеньки запнулся перекатом. Не, ну нормально, первый отлетел вроде неплохо. Прям таким мощным зарядом он треснул с платформы. Вторым добил, как бы, это ништяк. А вот этот, что-то он не вообще сшибает, очень много стамины. Так дело не пойдет. Блять, поскакал, махать своим кинжалом. Ты чё, дурак? Тороплюсь, короче. Тороплюсь вливать урон, остаюсь без защиты.
А у меня... Нет, я думал, то, что он мне наложил, это дерьмо, когда я флешками пользоваться не могу. Макс 83. Чтобы не выбивал щит, воротик за спину справа под удар делай, не стой постоянно под щитом, выбьет стамину и щит. Чтобы не выбивал щит у ворот за спину. Попробуй. В очко себе звякнул. Бля, я постоянно вот... Чуть ли не каждый день приходится одной и той же механике учиться. А этого я увижу. Нет, я, наверное, второго отсюда. А нет, хотя смотри. Можно так-то и двоих согреть. При желании. Давай, поближе. Хочу попробовать еще раз его прям на мужика ебнуть. Вот этого вот, второго. То главное не запнуться. Иди сюда, друг сердечный. Бам. Бам. Давай. А, пидор пинается. Не угадал. А, я его не достал чуть-чуть. Гнида какая. Бля. Я сейчас отъеду, походу. Тихо, тихо, тихо. Ничего не вижу. Блять, ты ёбнешь ему, нет? Напряженная битва. Уёбок ты драный, блять. Нахер я камеру отключил. Фокус взял, вырубил, он мне спину долбанул. Твою мать. Руки-крюки. Вот и все. Просрал где-то 20-ку, да, по-моему, душу. Макс 83. Их двух можно согреть и стреляя в упор по ним, только смотри, он могут ударить и задеть через текстуры. Ну да. Не, ну первого-то понятно, как валить. Меня интересует второго, прям на мужика, я его хочу отомстить. Он меня тут дважды уже унизил. Я ему должен прям по этому. По-царски ему напинать по жопе. Как положено. Подойти к нему. И дунуть ему в спину. Лёшка Руканова. Я постараюсь, надо исправляться. Сейчас, может быть, разыграюсь. Получше дело пойдет. Первого-то понятно, как варить. Просто падаешь на него сверху и нормас. 2 удара, он холодный. А вот второго мы сейчас на мужика попробуем. Еще раз. Все равно, в принципе, терять нечего. Макс 83. Твоя ошибка у ворот, от них делаешь, а надо на удар делать и справа и разворачивать под спину. Как понять? Надо на удар делать. То есть он делает удар, а я к нему как бы поворачиваюсь. В его сторону кувыркаюсь, что-то не совсем понятно. Видишь, мне же такие подобные механики никто не объяснял. Учимся, так сказать, на своем опыте. Так, давай первого. Иди сюда. О, ну быстрей. Сообразил то, что прийти надо. Ах ты уёбок, блядь. Вот как он мне через крышу-то пизданул? Серьезно? Ну о чем ты, Макс, и говорил, то, что они через текстуры могут долбануть. Хорошо. Член храмовника я нашел.
Давай, иди сюда. Хочу честного, Кумите. Давай, давай, давай. Он не подох. Ну это, конечно, вообще просто беспредел, блядь. Он взял на текстуры и забрался. Гандон. Кольцо с магическим камнем. Поглощение урона от магии. Спасибо, не надо, пока. Макс 83. В его сторону да под правую руку и разверни его камерой персунки и госпень сзади. Как избушку, да? Лесу передом, ко мне задом, немножко наклонись. Да, я примерно понял о чем ты. Ну, это надо задрачивать, походу. А что, все, что ли? Это уже босс? Да ладно, а что такая коротенькая локация? Я там песни кто-то поет. Там дракон стопудово развлекается. Серьезно, больше нечего взять? Ой, блин, даете. Пошли мудохать от Цероса. Что делать? Урлыкает там что-то, как гремлин. Гизмо кака. А мне чем-то глисту напоминает, типа солитера. С пупырками. Я так понимаю, это бородавки у него. Ах вы глупые рабы. Осознали наконец? Макс 83. После босса чешуя. Силу моего драгоценного оцелота, драконьего дитя. Я понял, то что чешуя, хорошо. Будем искать. Я не отдам его. Ибо он все, что у меня есть. Ебать, боюсь, боюсь. Музычка неплохая. Я думаю, тихо, 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 тихо. Я думаю, у него бешенство матки начинается во второй, да, фазе? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, чё? И по традиции быстро слив. Блять. Он меня задамажил, потому что я в воде находился? Надо было куда-то свать. Я не знал этой атаки. Да, по традиции быстро слив. Потому что, ну, кто же знал, то, что тебя может за 2 секунды какая-то гнида завалить. Бля, сейчас опять эти рыцари. Ну, давай попробуем просто пробежать. Как бы я отомстил одному уже. Больше не вижу смысла. Макс 83. Дальше будет после этого босса еще босс, который учит тебя, как уворачиваться справа за спину под его удар. Ну, этот как его, дракон... нет, как его там зовут-то, блядь? Гундир. Гундир будет. Это первый босс, только с красными глазами. Я понял. Этого товарища я помню. Как сказать, помню. Просто, скажем так, видел, как его пинали товарищи спидранеры. Ну, также, наверное, все-таки я пойду по второму этажу. Чуть-чуть попривычнее. Сейчас попробую по-быстренькому скипнуть этих уродов всех. Так, тут до свидания. Я вот не знаю, получится ли. Да, нормально, пробегается. Ну что ж, эта атака ясна. В воде не стоять.
Юлиайс. А чего без ветки? Она в этой пришла. Стой, ну, блядь, ну как он дамажит-то, блядь? Я так и не понял. Значит, это тоже вода или что? Просто нельзя возле него находиться. Блядь. Ну и куда мне уебал? Учим паттерны этого уебана. Макс 83. Попробуй мои любимые цистусы, они развалят этого босса за 15 секунд, даже не почувствуешь босса. Цестуса надо качать. Надо валить в храм, качать их и все такое. Кстати, по-моему, я их продал, если не ошибаюсь. Не, надо его разбирать именно вот этим топором. Как бы нормас ему прилетает и все такое. О, когти росомахи есть. Цестусы были проданы. Ты, блядь, дурной, что ли? Сука, из этого утырка, блядь, на первый этаж уехал. Надо было ко мне сигануть, а? Теперь лифт уехал. Сегодня, видимо, волшебный, да, день. Так я, наверное, не пробегу, хотя... Да не, пробегу. Макс 83. Сука. Когда начинается каст, отходи подальше, есть еще кулаки демона, из души демона качают вся тоже чешуей. Не, я чешую буду на Лориана оставить, на меч у Лориана оставлять. Охуенно. Пока души подбирал, он мне треснул. Да дайте выбраться отсюда. Во, понятно, короче, как от этой атаки уходить. Просто сваливать. Логично. Сука, опять допить не дал. Слушай, а он на первой фазе тоже довольно-таки шустрый, походу. Я до него не дотягиваюсь. Ебан. Давай в сторону. У него есть какие-нибудь удары, типа прыжок на все поле? Волшебный. Ну, в принципе, тактика-то ясна. Подходи за жопу и лупи по чуть-чуть. Он стопудово на второй фазе начнет бесоебить. Да, вот его поперло. Лупим по яйцам. Пока он тут себя в угол загнал, сейчас мы его напинаем. Тихо, 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 зырка. Я его не вижу просто. Тихо, 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 погнал. Давай-ка, отхил, отлично. В яичко ему. Еще раз. Сейчас он сдохнет нахуй. Камера только скипывается. Блядь, тихо, тихо, тихо. На тебе в яйцо. Второй удар, последний. До свидания, Цейрос. Макс 83. Просто попробуй, как кулаки машут с двух рук, кнопка блока просто на каком-нибудь мобе будешь приятно удивлен, вышибает щиты, забивает насмерть, просто зацени, не надо ничего качать, плиз. Так ты надо еще где-то кулаки этого Цейроса, Цестуса идти, надо и быть. Они что же не бесплатно. mr.toaster.
Вот смотрю, как играешь, и тоже охота поиграть. Включаю пару минут, вспоминаю, какое тут управление и вообще все остальное и прихочевается. Тут дело не в управлении, оно вполне отзывчивое. Дело тут в другом. Дело тут в этой, как его, персонаж отзывчивый, не отзывчивый. Ты нажимаешь, вот смотри, я нажимаю. Ровно секунда проходит, прежде чем он сделает переход. В этом-то и геморрой. Так, прежде чем туда идти, давай мы ломанем храм огня. Качнем себе левел. Чего-нибудь. В принципе, все, что надо, это и прокачал так-то. Можно тупо стаминки себе добавить и все. Где эта транда? Иди сюда. А поговорить? Макс 83. Кулаки из души демона транспозиция. Уже поздно. Душа демона, по-моему, проебана успешно. Да, блин. Так, вот так давай. Я не знаю, может быть, в этой крале, конечно, цестус продается. Где вот это? Тын-тын. Нет? Нету у нее? Нихуя какой галифе. Поножи Смоуга. А тут весь сет его. Это этот какого? Сет со жердяя. Это вот Лориана сет. Забавно. Спасибо, не надо. Макс 83. Транспозицию посмотри. Я помню, что я хлопал душу этого демона. Все. Be careful, говорит. Сам ты. Be careful. Вот у этого... Да, он еще не вернулся. Кстати, я не знаю почему. Я его как отправил что-то воровать. Так он и не пришел. Транспозиция. Где там это? Тун-тун-тун-тун. Макс 83. Ацистус, если не сложил в ящик и нет в инвентаре, значит продал. Да, походу я продал. Ну вот, душа демона. Я ее уже давным-давно хлопнул. Все, хана. Ладно. Я не знаю, может быть, у нас кто-то из вот этих вот товарищей продает подобные цестусы. Ну, это, наверное, не сегодня. Так, Ацерос был повержен. Пошли дальше. Пошли на Гундира. Заброшенные могилы. Говоришь, прям за Ацеросом должна быть чехуя, да, титанитовая? Пойдем поищем. Кстати, чтобы меч до конца качнуть, придется что-то продавать ненужное. А у нас денег нет. Зачучил. Я, наверное, слишком скоропостижно бью по подобным товарищам, потому что они же могут быть NPC. Потом заебусь душами отмахиваться. Там, по-моему, чтобы у меня сейчас какой-то косяк искупить, стоит где-то 1180. Макс 83. Нет оружия, какое-то продается, а какое, если продал, то все в другом прохождении только. Вот это поворот. То есть ты, короче говоря, если продаешь оружие, то больше никого его купить нельзя, только в НГ+, да? Вот пидор. Жадный. Будь дракона. Угу. То есть мне дали какое-то телодвижение. Где-то тут проход. Попробуем. О, титанитовая чехуя. Пошли за мечом. Я мы его как
как сделаем, как он станет большим. Просто с мечом Макс я могу 83. полную цитадель. Ящики здесь, в них чешуя лежит. О, я уже нашел. Пошли в храм. Скорее всего, надо будет что-то еще продать. Вот этот меч Лориана, он считается типа самым дамаговым в игре. Правда, ну да, его закалывать ни на что нельзя. Но он считается типа самым дамаговым из двуручек. Ну, топор, как бы, я так понимаю, из топоров лучший вот этот, который есть у меня. Но единственное, в чем проблема, он тяжелый. Он весит 20 килограмм, а меч весит 10. Да. Макс 83. Не все оружие можно купить. Кстати. Нет, это то, что есть у меня. Меч Лориана. Кусок титанита. Надо 2 штуки. Твою маковку. А я думал одна. Почему-то, по-моему, у меня на топор одной хватило, одного куска. А тут надо 2. Окей. Да. Лук. Качаем. Плюс 5. Плюс 6. Плюс 7. Плюс 8. Тупо душ, да, не хватает. Давай что-нибудь продадим. Как и дружбу, потому что дружба — это магия. Да, что-нибудь продадим этой тренди. Макс 83. Этот топор самый быстрый из тяжелых, ты не привык к нему просто. Он тяжелый просто, чтобы вместе с этим, вместе со щитом его таскать. Вот в чем проблема. А я привык от щита играть. Отсюда получаю по щам. Кристальный посох знатока. В принципе, это магией я не пользуюсь, да? Давай, наверное, продаем вот эту дичь всякую. Чародея, посохи всякие. Вот самый дорогой посох оставлю, а там как карта ляжет. Эти бубенчики какие-то. Тоже нахер. Драконий щит. Щит желания. Ну, это мелочь, за нее много не дает. Ну, давай. Ушки спаниеля, короче, мы толкнем. Вот эту шляпу. Что еще? Капюшон девы. Рогатого. Латунный да, похер. Меня вот это только броня интересует и все. Латунный доспех полетел. Да, я думаю, хватит мне, чтобы лук прокачать, наверное. Давай. Укрепляем оружие. 9. Кусок титанита. Вот сейчас чуть не проебал. Поторопился бы и всучил ему кусок титанита. Все, лук прокачан. Погнали бодаться дальше. Кстати, можно сейчас по урону посмотреть. Гундир можно парировать, для парирования удобен железный щит, парировать гундира несложно. А по-моему, что-то я читал то, что он типа довольно-таки... нет, подожди. Парировать у нас Лотрик херово парируется. По-моему, у меня Ой. По-моему, у меня с парированием такое себе. Ладно, посмотрим. Посмотрим просто как... Надо начать посмотреть его вообще атаки там и так далее. Чем он заниматься будет. Надеюсь, до него не очень далеко бежит. Этот чувак, кстати, похож на на фильмы «Инопланетянин» Спилберга, который там палец доставал такой, светящийся. Дом. Он тоже так шею вытягивал. Так, ну и чего? Ну, и вот я пришел сюда. Надо где-то типа сесть? Или по стенке какой долбануть? Надо по стенке.
О, кукусики. И мы оказываемся в локации. Бля, я не остыну, если я отсюда упаду. Высоковато так-то. Ну, типа того. Короче, кусок титанита нужен. Давай. Присядем на Макс бутылку. 83. В окончании замаха прожимай на парирование, у каждого моба есть замах и сам удар попробуй. Ну да. Так, давай до босса. Камень брата. Почитай камеру ретро. Вообще, по идее, вот этими всяким парированием и так далее надо было вообще раньше учить. Так-то. Удрученного рыцаря. Стой, надо вот туда сходить. По-моему, у нас где-то тут ящерка же, да, была? Эта локация в точности повторяет локацию начальную. Здорово, ёпта. Ага. Это так. ДЛК от квадратный скобка. bmd.gg квадратный скобка. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Ну, оп. Все. Баст, карапузики. Пепельное кольцо Эстуса. Смотрим, что дает. Вот. Увеличивает ОК. Макс Восстановление 83. пепельных фляг. Здесь Понятно. два ящера. А посмотрим. ОК это у нас что? Очки концентрации, да? Пепельная фляга. Угу. Здесь сразу два ящера, получается, будут. Давай-ка мы сюда сходим. Угу. Бля, я помню эту маромойку, они же бешеные вообще. Вот типа того. Где если сразу не навалять, то она начинает спамить. mr.toaster. Это начало игры. Да, да, я же тебе говорю, она полностью повторяет эту локацию. Только мобы другие. Ломак опять. А мне надо прям кусок. Кусок, тогда я смогу меч прокачать. Ах ты, сучка. Да, ну, наверное... Нет, Макс не наверное. 83. Если Глупо успеешь будет. прожать взрывную 4 дар на Гундире вплотную, то нанесешь норм урона. Гундир слаб к дробящему урону и урону от молнии. Ну вот, видишь. Сейчас попробуем что-нибудь сотворить. Надо сначала дойти до него. Угу, две собаки. Давай по одному подходи. До свидульки. Вот бесит, когда эта плашка нижняя выскакивает. Но немножко мешать начинает. Серьезно? Я их оглушил, но не нанес урона? Это как? Вы чё, сучки? Все? Нормас. Вот отъехали. Живая? Да, сидит. mr.toaster. А тут я как понял, у Надзики творчество кончилось. Да, он начал Андрей уже это. Тихонов. Сесть нужно в катакомбах. Если бежать из оскверненной столицы, пробегает комнату по прямой, где толпа баб с кочергами, после лестницы будут стоять статуи, там коврик, вот на него нужно сесть. mr.toaster. CTRL-C-CTRL-V. Так, я помню, где этот коврик находится.
На него нужно сесть, короче, и тогда ты попадаешь в DLC, насколько я понимаю. Но сначала меня интересует Гундир. По поводу Ctrl-C, Ctrl-V, да, тут у Мидетаки, конечно, он просто свет выключил в этой локации и других мобов чуть-чуть напихал, все. Тут у него, тут наши полномочия все. Давай-ка сюда заглянем. Здесь воды, по-моему, побольше стало. Угу. Угу. Агрим одну. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Так, давай-ка мы немножко в другом месте с тобой полупимся. Пойдет за мной, нет? Давай. Ну давай хотя бы так. Последний разок и я. Опа. Степа. Титанитовая чешуя. Спасибо. Давай вторую. Ну, в принципе, можно ко второй сразу же бежать. Давайте по жопе. Кусок титанита нужен. Слушай, а у нас в этом в храме огня случайно бабка не продает этот кусок? У нее там что-то третье. Не, по-моему, она обломок продает. Титанитовая чешуя. Нормально. Так, ну и все, тут больше... Да. Ни хера тут больше нету. 29 тысяч. Тыф. В принципе, как вариант, может быть, кусок титанита где-то находится в DLC. Как вариант. Может быть, тут где-то нету, то там будет. По идее же логичнее предположить, что такое. Дочь. Чего? Ты дура, что ли? До свидания. Ты чьих будешь, мать? И чё? Взяла, сдохла сама. Она суицидница. Чё, мне просто души за нее навалили? Чувак сидит за голову, держится. Поздно плакаться. Тут, по-моему, блин, я маленько уже подзабыл, конечно, эту локацию. Вниз какой-то спуск. Заново придется все обходить. Тут, по-моему, да, тут... Ирил Гаоси. Дочь быстро переобулась и свалила. Да она вообще сама себя выпилила, как бы. Ну ладно. Решила выпилиться, это ее дела. Угу. Так, давай по низу пройдемся. Раз. Два. Да, иногда камера просто не хватает этого. Иди сюда. Натс. Ты убивал 3 жирных рыцарей ангелов? Каких 3 же? А, да, убивал. На них, кстати, пофармить можно. Вот как я ему причем урон наношу, он дергается, но по нему урон не проходит. На этих жирных рыцарях можно фармить душу. В принципе, они несложно убиваются, главное придрочиться. За них 13 косарей дают. Так. Надо наверх. Кто-то еще там хрюкает наверху, походу. Ну да. О, они там внизу.
Ну давай тогда сначала сюда сходим. Там что-то за могилой валяется. Товарищ. До свидания. Скрытое благословение. Ну, блядь, я его среди камней не увидел. Он тоже такой сероватый. Не факт, что, конечно, Гундир у меня отъедет с первого трая, поэтому потом, короче, пробежимся прям до него. Так. Давай-ка аккуратненько сюда. Вот. Куда взялся, хрен знает. О. Ну тут какой-то раньше ништяк валялся. Я помню. Бомба, Макс что ли? 83. С крылатых рыцарей падают 30 тысяч под шлемом алчности, кольцом жадного змея и щитом желания. Шлема алчности. И щитом желания. А, подожди, щит желания вроде у меня есть. У меня, короче, шлема не хватает. Почему-то вот этот шлем, как у мимика башка, у меня не упал никогда. У меня и в первой части он не падал, хотя как-то люди его выбивают. Крылатые рыцари пускает больше 25к. Если одел кольцо змея, щит желания и шлем сундук. Повторение, мать учения. Спасибо. Я понял. Я если соберусь пофармить, то одену хотя бы то, что есть. Пока, в принципе, количество душ не обязательно мне. Ну все, короче, пошли к Гундиру. Попробуем напинать ему в очко. Сашо Срев. До 25 до 30 в зависимости на Хага или не. Стой. Есть еще идейка. В принципе, я бегаю с топором. Мне вот эта штука не нужна. НГ. Клавишный колпачок звезды. Мы попробуем сюда поставить восстанавливающий уголь. Вот так. Это что же своего рода отхил? Так что у меня, если что, в запасе. А почему нет? А, потому что я уже, типа, скажем так, использованный уголь. Ну, типа того, что я босса замочил, короче, и поэтому мне сюда уже не пригодится уголь. Ну, короче говоря, если что, у меня 25 хилок плюсом есть. Пошли Гундира в жопу пинать. Будет прикольно, если у него такой же мувсет, как у первого босса. Пока он тут оглушенный весь. Стоять. Тихо, тихо. Вот только отошел сразу же. Сразу же он наваливает. И пить не дает. Сука рваная, и встать не дает. Понятно. Короче, если бы я смог встать, я бы отхилился. Понятно, у него, короче, такой же мувсет, как у первого босса. Ничем он не отличается. Полетели по спидрану. Эвил Гаоси. Скинь его. Скинуть. Вот надо еще умудриться к нему нормально так подобраться, чтобы ему пинка под жопу дать. Он упал. Нет, слишком до хера звезд должно сойтись вместе, чтобы такая фишка прокатила. Сашо Срев. Не нужно скинуть, не пытайся. Ай-яй-яй. Тихо. Нихуя же не видно. Да, отвали, мужик. 83. Дальше в локе пик древних драконов с мага жирного выбивается посох по берушке, ставишь в слот с оружием и при смерти оружие меняешь на посох, душ больше падает. Нацу. И Тифлинас стуй БНФ РБФ 5 СТТР. Эвил Гаоси. Жаль, что нельзя. Так, души получены.
Так, давай попробуем как-нибудь отхилиться, съебавшись от него. Нормально. Он не очень-то душный. По 2 удара. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Короче, не жадничаем. Скидывать не надо, ты его за 5 сек убиваешь. Так вот. Что если не жадничать? Тихо. Сейчас я его разберу. Ладно, вот чуть-чуть похилился. Только постоянно мне ближний бой навязывает и пить не дает. Хватай. Ах ты уебок. Добит просто. Он меня застанил, что ли, или как-то я не знаю. Эвил Гаоси. Души и задачи получены. Получено. Надо расписаться только. Сошос рев. Бери топора в 2 рук и повес на спину травяной щит. Топору можно держать как щит. Не, я буду биться с ним как удобнее мне. Чтобы не отъехать еще быстрее. Так, побежал я другой дорогой. Это, видимо, было немножко опрометчиво. Где душа-то? Бля, прям за ним. Так-то 40 неохота терять. Если можно его не терять. Нас. Куда после этого босса? По удару друг друга долбанули. Так, пока он тут махает побрякушкой своей. Все, подходим. Че за замес? Камеру, блядь, херачит в разные стороны. Гандон. Сука, говорила ему мама, то что когда люди пьют, мешать нельзя. Или нет? Блять. Макс 83. Очень много кувырков, нужен один под удар и вправо кувырок за спину закручивай, не ставь под удар в щит, старайся вправо мимо удара за спину закручивать на него. Нихуя не понял, что ты написал, потому что я немножко занят. Последний удар остался. Блять. Или мне. Бля, ну серьезно, я просто не успел выпить это говно. Вот мудила. Ничего, сейчас он отъедет. Я тороплюсь просто ему влить побольше урона. И получаю по щам. Эвил Гаоси. Все херня. Давай по новой. Сейчас и будет. Нацу. Мог ударить просто. Мог ударить? Мог ударить. Но решил не рисковать, отхилиться. И в итоге он меня запинал. Сошел с рев. Макс, забей на тактике. В битву делаются по другое.
без увечий добежал до нее. Давай, мужик. Нация. Забей на тактику, бери оружие в руку и грись. МР.Тест. Как пошла жара, два эксперта ЦА подерутся у ремонта. Давай-ка. Опа. Опа. Бля. Подожди. Я ему примерно 2 раза успеваю ёбнуть. Эй, зря пить начал. Да, много кувырков делаю. Так, не то. Эвил Гаоси. Первым ванга не делает ногой. Макс 83. Ты выведешь за счет урона. Тихо, в сторону, Зашел в с сторону. ритма. Он очень привязан к щитов и не кидает их никогда. Сучка, а? Допить не дал. Утырок. Ну да, на что я рассчитывал. Ну, он спамит просто вечно в атаке. Успею? Вроде успел. Чуть-чуть. Вот окошко. Сейчас щит спас, нихуево. На это не дотянулся. Давай, последнюю подачу. Он или я? Сука, он. Гандон. Это был напряженный поединок. Он просто от себя не отпускает, не дает нормально отхилиться. То есть у тебя вот пока замах фляга идет к пятаку, чтобы глотнуть, он тут же начинает на тебя бежать, спамить ударами, лупить колющими, рубящими, да всем чем угодно, лишь бы просто добраться до тебя. Поэтому надо вот четкое окошко во время того, как там он анимации свои проигрывает, надо четкое окошко видеть, чтобы бахнуть Эсуса. Эвил Гаоси. На 5-й раз должен порвать ему шпагат. Но я постараюсь. Но я думаю, для приличия сначала он мне нужен немножко шпагата порвать. А то как так-то? Чтобы я на боте-то не отъезжал. Берем душ. Макс 83. Заходи до стрима, закручивай его кувырком щитом. А это что-то новенькое. Ваншот? Ну почти. Он меня куда-то там загнал, какие-то дебри вообще. Ой, я его не вижу. Его всегда нужно в поле зрения держать. Блять. Ну это-то хоть будет ваншотом, не? Ну почти. Он просто чуть-чуть не добежал до меня. О. Это было поучительно. Далековато я прыгаю от него. Сука, чё щит-то не удерживает? Как кобра ебаная бросается на меня.
Ну вот здесь я не дотянулся. Гандон. Макс 83. И 2 Блядь. порог только один удар после второго не успеешь уйти, опять огребешь. Ну почти же. Почти же. Эвил Гаоси. Знатных пиздачей ты отхватываешь. Забавный босс. Да, он постоянно прессует. Прям нужно четкие тайминги ловить, когда ему можно ёбнуть, а когда лучше отойти и отхилиться. Редкий. Лотрик у нас постоянно лупил, и он постоянно портовался. Этот же просто тебя мудохает и все. Просто без остановки лупит. Дай пройти. Блять, тут вся шобла упала. Так, где душа? Угу. С ракеты что-то не хочется терять. МР.тест. Ты просто забыл, что надо катать. Порхать как бабочка, а жалить как пчела. Угу. Надо жалить как Макс тысячи пчел. 83. Отварка на него, попробуй возьми такой Ну-ка, сверху, а попробуй так вот мы тебе. большой. Ну-ка, давай еще разок. Тихо, давай суперударом его. Ай-яй-яй-яй. Бля. Я проверить решил суперудар. Съебывает он у него, конечно, отлично, но мне на него замах нужен небольшой. Урона будет на 50 где-то побольше, так что от двуручного хвата. Ну, вместо 420 я буду у него 450 снимать. Такое себе. Я хочу попробовать с суперударом его лопнуть дважды. А там остальное уже доковырять. Нацу. Не фигурона. Так вот. Я ему одной подачей полжизни снес нахер. Ну, почти половину. Ну, короче говоря, будем считать, что добрую четвертушечку. Хочу еще попробовать. Так-то оно забавно. Только сначала душу помираем. Нацу. Принц, как же надо. Опа! Ну, косарик. Ну, косарик. Эвил Гаоси. Агумгир Паркет как бабочка. Жаль, что ПДО. Шац ему еще разок. Тихо, тихо, тихо. Валим в сторону нахрен. Так не будет, а ты кувырком склонен жечь сам сколько хочешь. Вот так вот. Ну-ка еще разок. А, у меня походу нету этой энергии, не хватает. Тихо, только не дохни. Нормас. Воу-воу-воу-воу, куда ты полетел-то, блядь? Я был близок. Короче, у него самый, по-моему, жесткий удар, когда он вперед своей алебардой летит. Ну или что там у него.
У тебя прям прокалывает, как порося на шампу. Эвил Гаоси. 7 трай вроде. Да ладно, 7-й уже? Как-то быстро. Ну, хули такой экшен, в принципе, не замечаешь. По-моему, самый такой экшовый, кстати, босс. Который прям спамит и спамит. Ну, Йорм еще, по-моему, был. Но Йорм он медлительный. Он медлительный, но Макс душный. 83. Почти, да не почти. Ну-ка. Сука. Ну, 700 я, короче, сшибаю у нее. mr.tost. Утяща колено. Вот окошко хорошее было на отхил. А теперь он своим говном сейчас затыкает меня просто. Такое ощущение, просто кто по жиру, Макс 83. по жиру круче вынесет. Его рубанит топориком зарубить собаку. Кто здесь чемпион? Тихо в сторону, блядь, ну что ты делаешь-то? Это гусиный борщик из-под тиши. Ну вот как-то так ему. Потихонечку. Блядь. Не дотянулся. Макс. Когда мало хп будет удар суперудар. Если успею еще сделать. Он тут спамит как ебанутый. Где он? Ну. Что делаешь? Блять. Такой мудила вообще. mr. Бля. Мне, короче, на супер удар стамины не хватило. Тупую. Сейчас он меня как выебнет, я до супер ударлюсь. Так, все, без экспериментов. Ну его нахер. Стандартные. Тихо, 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 пиздюля. Последняя. Последняя подача. У него 1 хп, твою мать. Да дотянись ты до него. Блять, такой мудак вообще. Почему бежит, почему не бьет, я не знаю. Ну, еще удар. Быстрее, наконец-то. Пошел ты нахуй, гундир. Все, можно расслабить очко. Короче, он душный просто. Ну, тут глефа черного рыцаря. Ага. Это вот с этой глефой я типа бегал первой части. Ура. Где это глефа? Глефа. Ну да. Да, с такой штукой я первую часть и прошел. Макс 83. Ну угол Галура и забил. Заколотил. Он бешеный, он постоянно тебя Кирилл прессует, но Прыжков в принципе было много. нормально. Гундос аж потерялся. Да, может быть, прыжков было многовато. Давай, короче, чтобы души не просрать, оставим, вот тут оставим. Отправимся. Рам. Тетеньки, немножко качнемся. Стаминка-то не повредит. У нас скоро мужик на петухе. Он, наверное, тоже забавный. Ну, в смысле, ебанутый. Давай, да. Быстрее. Не то. Нормально. Короче, сила 40, стамина 40, от жизни 30.
как вариант, можно, короче, их качнуть потом. Ну-ка, у этой соски что-нибудь интересное появилось? Купить предмет. Вот кусок титанита искомый. Наконец-то. Ёкарный. Бабай. Нацу. Да он довольно сложный. Мне, наверное, бабок, да, не хватит? Да, 5200. Надо почку продавать. А вот и ты. Стой, продавать надо. Что такого-то продать не нужно. Вот у меня. Вот это не нужно. Нацу. Ну если выучить все атаки, то все ему пизда. Ну, естественно, да, если все выучить, то и всем пизда вообще тогда будет. Фишка-то в том, то, что и такое рыцарь и легионера. Если ты понял механику Dark Souls, как бы, вот самих битв, подач там, ну и так далее, то они, в принципе-то, одинаково играются. Что я в первой части со щитом бегал и алебардой. Вот у меня такой же был. Только щит, только алебарда была, которую я только что сейчас получил, так сказать. Показывал, одевал. И все. То, что там какие-то доспехи, да херня это все. Доспехи не помогают. Все, наконец. Пялим меч Лориана, посмотрим, как он себя ощущается. Нацу. Ну как бы да, но некоторых боссов ты с одного трая можешь убить, не зная так. Ну, допустим, тут какой-то был, как же он, какой-то маг там. Я забыл. Перед этим, как вот, перед цитаделью Фарона. Там маг один тусовался. Так, у меня перегруз. Херово. Давай хоть перчатки скинем. Как тебе такое, Илон Маск? Все, пойдем чуть-чуть мандрючить. Получается, Гундир готов. Пик древних драконов. Я так понял, я прямо из заброшенных могил туда попаду. Будет у нас босс Виверна, если я не ошибаюсь, она такая белого цвета. Так, а я пришел, да, вот оттуда. Получается, не мешало бы на физуху левел поднять, чтобы полностью сет одеть. Прям с мечом. Либо меч полегче. Ой, щит полегче. Ну, не знаю. Нет. Но откуда-то я должен сюда попасть. Я вот куда-то зашел на какую-то локу. Нацу. Надо в подземелье Ретила. Подземелье Ретила. А здесь тогда что за локация такая? Это получается... Я в храм огня иду, но только как-то он не так выглядит. Неплохо. Кстати, с этих ребят можно и сет темного рыцаря выбить. Так он, наверное, ну, такое себе. Ну и к тому же мне его по тяжести не одеть. Стопудово. Ага. Нацу.
Ага. Надо к лифту прийти, там будет сидеть дракон. Ты должен использовать эмоцию путь дракона на ковре. Да серьезно, блядь? Как мудила, а? Подкидай своими напидорил мне полную жопу огурцов. К лифту прийти, там будет сидеть дракон, ты должен использовать эмоцию путь дракона на ковре. А к какому лифту надо прийти? Этот, я понял, подземелье ретила. Так, подожди, а вот это тогда что за локация, где я сейчас бегаю? Это я таким образом куда иду? Нацу. И тебя отправят в локацию. Вот я таким образом сейчас куда иду? Нацу. Это темный храм. Это темный храм, который меня ведет к финальному боссу. Нацу. Там можно найти глаза хранительницы. И что они дают? Упырок долбаный. Так, ну тут все. Тупик. Все, что ли? На все локации два рыцаря? Не поверю. Должно быть больше. Минимум 5. А тут еще проходы, да. Где у нас тут этот? Нацу. Их надо будет отдать хранительнице. Угу. Значит, сюда в любом случае надо. Но я сейчас, получается, не бегу к финальному боссу, правильно? Тихо, кто там? Угу. Я понял. Просто я перед финальным боссом хочу еще клинок хаоса, понятно. Хочу перед финальным боссом дать пиздюлей безымянному королю и сходить в DLC. Надеюсь, я все правильно делал. Тут же, как обычно, ничего не объясняется, в какую тебе сторону идти. Давай. Оп. Бам. Бам. Уёбок. Нацу. Финал босс будет после принцев. Каких принцев? Которые лотрики? Лориан и Лотрик? Я их уже убил. Нацу. Так что не бойся. Лориан и Лотрик уже подох. Я не боюсь. Сошел с реф. Нафиг глаза. Тут винт надо забрать, он бесконечную косточку. Эрил Гаоси. Накуканили. Накуканили. Короче, надо в любом случае сейчас изучить эту локацию, пока я рядом. А там посмотрим. Нацу. До которой латрик. Лотрики уже отъехали. Сошел с реф. Облутает тут рыцари. Лотрики-то как раз отъехали. Я вот что и этот как его. И думаю, мне бы лишнего не сделать, чтобы успеть в DLC сгонять. Ну ты что, я зря его покупал, что ли? А где души вообще мои? Вот у этого, по-моему, да, углумка. Да, вот они. Иди-ка сюда. Давай, давай, давай. Цыпа, цыпа, цыпа. Ёбнутые рыцари вечно, блядь. По-моему, во всех частях, как пизданутые, месят тебя.
Ну, хоть отъезжает регулярно. Спасибо на том. Так, тут все? Тут все. Нацу. Чтобы к финал-боссу попасть, надо все пеплы повелителей на трона вернуть. Я уже вернул. Все 4 трона. У меня открылась локация, что-то там, темный храм огня, или как там открывают, написано. Не знаю. Там, где дома такие под разными углами расположены. Это-то понятно. Мне просто главное не попасть к финальному боссу, не дойдя до DLC. Что мало ли. Зная Хидетаку, можно и не попасть. Ну, блин, заводи там и НГ+, кольцо шерсти. Давай. Что за кольцо? Заперде. Вот он. Усиливает критические атаки. Так, ну у нас, по-моему, меч Лориана скалируется от ловкости и от силы. Нацу. Ты можешь убить финал-босса, но только костер не зажигая, все будет норм. Эвил Гаоси. Тебе нужно заполнить еще один трон. Где обычно с мобилкой сидишь полчаса. А, ты про унитаз? Про покакать, да? Кстати, не любитель на сортире 10 тысяч лет сидеть. Здрасте. Угу. Я так понимаю, внизу шары хранительницы, да? Давай, короче, потихонечку все это обойдем. Благо, тут локация знакома. Да, можно заглянуть. Ну, как в начале, тут никакой нычки нету. Бля, я помню, минут 30 тренил, короче, эту тему, чтобы прям вот с этого угла разбежаться по дереву и вон туда на балкон запрыгнуть. Причем получилось не на геймпаде, а на клавомыши. Чуть не блеванул, потому что на клавомыши вот так вот у тебя камера, блядь, в разные стороны герачит. Как-то так. Стой, а может быть там стенка? А то у нас серваки не работают, подсказок нету. Неделю уже нельзя на сервер зайти. Все по локалке играю. Совсем, да, перели. Так. Пам-пам. Давай вот в эту сторону сбегаем. Глядишь, что, может, полезное, любопытное есть. Так, короче говоря, нужно завалить безымянного короля, потом надо будет у вас спросить, товарищи эксперты, как попасть в DLC. Пока сейчас лишней информации не нужно, потому что я ее быстренько забуду. Ага, он еще что-то валяется. Молот кузнеца. По-моему, молот кузнеца можно кому-то обменять в храме огня. Если мне память не изменяет. И что-то за это дадут, типа чешуи, что ли. Не помню. Ну и все, короче, да, тут делать нечего больше. Скромненько, скромненько. Я думал, тут что-нибудь поинтереснее будет. Давай еще наверх поднимемся. На тронах. Чего? А, вакуум. Эти трофеи на троны я уже расставил. И это, короче, хранительница огня. Она подошла к середине. Нацу. Нет, тут глаза есть.
Мгм. Хранительница огня, она подошла к середине этого, и у меня появилась новая локация. Еще, кстати, вопрос. Некоторые подбегают ее и убивают. Какой цели? Что это дает? Фрагмент не того ничего. Нацу. Там, где кузнец внизу, ищи, там есть стена иллюзия. Угу. Вон бабка есть. Причем все сдохли, короче. Весь храм огня пустой, а бабка как сидела, так сидит. Стена иллюзия, но видишь, так как сервак не пашет, стены иллюзии не помечены игроками. Ну, обычно же знаешь, что подписывали это дело. Давай вниз сходим. Потом уже к бабке, наверное. Что-нибудь интересное по-любому должна сказать. Блять, Нацу. стена. Снизу. Стена же может где угодно быть. Вот, сука, куда идти-то? Где эту стену искать? Так-то понятие растяжимое. Может, где-то прачка тут сидела? О. А, да. Вот я думаю чуть-чуть. О. Эти глаза, наверное, хранительница огня нужно в храме огня, да? Отдать этой тренде, которая с завязанными глазами ходит. Мы же ей души сливаем. Так как к бабке подойдем. Вы только посмотрите. Заблудшая овечка вернулась домой, тихонько позвякая колокольчиком. Тебе должно быть известно, зачем я здесь. Зачем старая служанка может быть тебе полезна. Нацу. Угу. Да. Старая служанка может, в принципе, быть мне полезна. Это что? О, нажила волчьего рыцаря. Шлем, а это, короче, сет Арториаса. Ну, я думаю, что он такой себе. Просто стоит дорого. А так от него увеличивает веру. Нет, спасибо, не интересно. Ну и все, короче говоря, я понял. В общем, отсюда возвращаемся обратно в храм огня и отдаем глаза хранительницы. Что там, огня? И как хранительница? Короче, это пизде, блядь, которая с завязанными глазами ходит тудым-сюдым. Я понял. Просто чего бы лишнего не сделать, а так-то похер. Хотелось бы просто DLC посмотреть. Блять. В какую сторону-то? Вот, наконец. В принципе, можно было мозги не делать и просто косточку заюзать. Нацу. Да ничего не будет. Так вот, а зачем ее некоторые, я смотрел, что ее убивают? С какой целью? Это что-то дает или что? Я вот видел такую фигню, то что, короче говоря, когда ты последний череп вот сюда кладешь, она подходит вот и стоит вот тут, тупит, смотрит, по-моему, на костер. Кто-то, ну, я видел то, что люди подбегают, ее убивают, и потом идут к финальному боссу. Нацу. Тут просто несколько концовок. Угу. Я так понимаю, они отличаются чисто финальными заставками. Кстати, в первой части вообще финал далеко не впечатлил. Могли бы что-нибудь поприкольнее придумать.
Так, ну у нее тут сеты, всякая херня, понятно. Все, что надо, в принципе, я собрал. Давай, наверное, может быть, стрел возьмем. Нацу. Да. Стрелы-то пригодятся. Это по-любому. Давай по максимуму. Вот так. Нормально. 200 стрел у меня. Все равно этот, что там, десятка душ, ни 5, ни 6. Зажги огонь за повелителей пепла, за пепельных узников, за всех тех, кто сохранял огонь. Зажги первое пламя. Давай даем глазам. Неужели это глаза? Как благородно с той стороны. То самое, чего нам, хранительницам огня, не хватает. Кстати, в первой части у меня первую хранительницу огня, в храме огня, которая внизу там за решеткой сидит, ее убили. Я затупил, неправильно сделал квест. Нацу. Она Ты подохла. можешь финал босса прямо сейчас убить, просто когда убьешь, не зажигая костер, и тогда можешь продолжать проходить ДЛС. Нет, давай уж финального босса мы оставим на финал. Мы сначала забацаем безымянного короля, потом сходим в DLC, которые, я так понимаю, 2 штуки у меня, а потом уже пойдем на финального босса. Как-то вот так. Да пребудет с тобой сила, говорит. Да. Сила рыцаря джедая. Так, поехали. Подземелье Иритила. Нацу. Ну, я просто сказал инфу. Угу. Хорошо, спасибо. Путь жертв. Катакомбы, да, по-моему? Нет. Вот, Иритил. Бля, забыл. Нет, это явно не церковь. Скверненная столица? Нет. Это уже позже было. Иритил холодной долины. Но это дальше. Потом еще дальше. Еще дальше церкви. Дальше. Вот, тюремная башня. Нет, не то. Тоже не то. Анорлон, нет. Андрей Тиханов. Из столицы. Катакомбы. Столица. Нацу. Где у нас? Вот там, где оскверненная столица. Андрей Тиханов. Если не открыть срез. А хер его знает, я не помню уже. Что открыто, что нет. Бля, где это столица-то? Давай заново. Студия кладбища, заброшенные могилы, чемпион. Не то. Та-та-та-тан-тан-тан. Не то. Не то. Лес мучений, цитадель, руины, граница, Таши, волк. Не то. Хранители бездны. Не то. Храм глубин, нет. Диаконы глубин точно нет. Картус, ага. Вальнир. Близко, по-моему, не то. Покинутая дальше. Прихожая дальше. Андрей Тиханов. Не то. Йорм. Йорм. А что, прямо от гиганта? Вот, оскверненная столица. До. Подожди, по-моему, вот здесь, да? Подземелье Иритила сначала. Потом там получается срез, короче. Все, я вспомнил путь, наконец. Угу. Я потому что здоровенного гиганта не убил, и здесь проход закрыт. Но я не думаю, то, что надо прямо его убивать, потому что 5 за него дают.
Да, сколько эти сучки крови попили, конечно. Ладно, полетели. Хлоп, отсюда сюда. С одной подачи ложатся. Ништяк. Просто вот горы трупов за собой оставляю. Прикольно. Хорошо, когда пуха отличная. Ну, в смысле, прям ваншотит, ребят. Побегаешь как мудак, лупишь всех 10 тысяч лет. И рак тут пачками можно просто их укладывать. Давай-ка, наверное, отхилимся. Че рисковать? А? Вот. Слушай, ну неплохая пуха, вот честно. Лупит примерно так же, как топор. Только у нее, по-моему, замах чуть-чуть побольше. Подлиннее, в смысле. Рейдж. Навозный пирог. Ну да, еще. Еще бы они что-нибудь другое дали. Так, вот отсюда. Илья Пасканный. Здорово. Здорово, Илюх. Вот отсюда падаем к этому товарищу. Потом вниз. К крысюкам. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Потом мы идем, получается, направо. Бля, надеюсь, я туда иду. Что-то я же засомневался. А нет, все верно. Блять. Илья Пасканный. Хорош играть. Пошли в бассейн. А он еще не... Я что-то хотел спросить, он еще не закрылся, что ли? Бассейн позже. Я думаю, в отпуске походить. Который будет скоро. Так, тут срезка у меня уже открыта. Да, потом, когда к ведьмам придешь налево. Вот до сюда, да, до упора добегает. Бля, эти сучки маленько траванули меня. Ну да ладно. Подожди, или тут наверх надо? Забыл. По-моему, тут наверх надо. Там, где эти... Да, там, где эти обезьяны, ты идешь Андрей наверх. Тиханов. Не туда. Да, я вспомнил. Ладно, давай опять их прошмыгнем. Херово то, что они жизненно забирают. Не думаю, то, что прям необходимо Илья в драку Пасканный. ввязаться. Завтра ты с Ермаком будешь работать. Да, я помню. Ты не сюда пришел, назад в другой проход. Да, наверх иду. Вот, и отсюда надо сделать, так сказать, жест. Где там дракон? Ту-ту-ту-тун, выбрать жест. Может упасть просто. Вот так вот. Распластаться. Глядишь, тоже перенесут. Путь дракона. Давай, я готов медитировать. И чё? О. Заебись, блядь. А как портанут меня? Красота-то какая. Лепота. Максу. Жди. Он уснул, что ли? Серьезно?
Просто мордой клюнул и все. Он, походу, вырубился. Большой топор. Я помню, с этим топором такой мелкий чувак на этого, на хоббита похож. Бешеный, как этот, как его, как спаниель. Прыгал на меня все. Это в этих великих архивах. Пригорёнил. Приигоренил. Так, ну чё, в принципе-то чё, пуха прокачана. Больше-то чё. Можно, в принципе, щит еще качнуть. Ну, чтобы стабильнее он держал, чувствовал себя. И все. Здрасте. До свидания. О, это снова эти инопланетяне, которые дом говорят. Макс 83. Большой топор аналог твоего топора с бафом корону и мажется. Ну, то, что мажется, это, конечно, хорошо. Нет. Да, я сюда пришел. То, что мажется, это, конечно, хорошо. Но... чем помазать, тоже денег стоит. В принципе, если там надо будет что-то забафать прям жестко, то у меня на этот случай твай хангер есть. Виверна, чтобы убить, надо сбраться наверх и ударить в падение. Да, я знаю, с одной ступеньки. Видел, как спидранеры это делают. Я, конечно, попробую это повторить. Но не думаю, что это классно прям сразу получится. И сдается мне, придется мне ее лупить, как обычный смертный. Андрей Тихонов. Готовься к набиралову зону. Чего, блядь, он... Смотри, какая гнида, а? Он просто выскочил из-за угла и мне свой кортик в очко воткнул, и я аж подох сразу же. Заебись. Просто одним ударом всю жизнь снесли. Вот так вот качаешься, качаешься. Сколько там уже, по-моему, 65 часов, да? Ну-ка, где это дерьмо? «69 часов качаешься, качаешься. Какой-то уебан выскакивает просто из-за кустов. И надирает тебе в жопу. Отлично. И да так, а ты лучше. Макс 83. Чем больше вес оружия, тем медленнее рекавери после удара. Тут, по идее, еще должно было второго зацепить, но так как у меня был декстеп... Ладно. Нормас. Понизу я шел, да. Пойдем так. Я так понимаю, у нас Виверна вот где-то там на самой высокой башне. Стой, а тут-то что? Это рычажки. Блять. Надо сначала этих замочить. Ты куда поворачиваешься? Да, они хуй подойдут вообще. Так, блять, вот как? Как они это делают, я не понимаю. Беру, захуяривают просто два моба тебя за два удара и все. Причем так они вообще не подходят. Я думаю, наверное, стрелами их выманивать вообще не вариант. Ну, тупо он не подойдет. Нахер ему подходить, если он огнем тебя лупит. Андрей Тихонов. Грусть, печаль, тоска.
Ну чё, к ним надо привыкнуть просто стопудово. Давай-ка мы вот сначала вот этого, блять. Меня аж назад откинуло, твою мать. О! Уёбок, блять. Да. Классно, чё. Двое умирает, третий добивает. Надеюсь, я успел там душу Андрей поднять. Трифонов. Уже дальше. Да, на 2 метра целых дальше прошел. В принципе, я так почти все локации. Макс 83. Быстрым оружием попроще будет река, а верь медленно. Да, у меня прокачанного никакого быстрого нету оружия. У меня, по сути-то, 2 двуручки, да этот как его, да топор. Давай вот так попробуем. Тут какие-то ебеня вообще пробежал. Допустим. Одного выманил. У этих должно быть поменьше здоровья. Ну, такое. Иди-ка сюда. Вот эти вот 2 товарища мне пиздовку давали. Последний. Все нормально. Все проходит. Без всяких этих одноручек, двуручек, заморочки лишний раз. Я думаю, что ты прям типа должен пушку выбрать и с ней Макс всю игру 83. пройти. Например, одноручки длинный меч продается у Сиракрыса. А вот с Сиракрысом что-то непонятка какая-то. Он как слинял у меня еще, по-моему, до босса этих, как его, хранителей глубин, по-моему. Может быть, чуть-чуть попозже. Он как у меня слинял, говорит, я пойду что-то там поищу, что пиздануть можно, и потом тебе принесу. И все, я его больше не видел. Я не знаю, может, я его обидел чем-то, то, что он решил ко мне больше не возвращаться. Не знаю. Больше он не приходил. Вроде не ругались. Я ему там типа разрешил то, что говорю, иди, ищи мне что-нибудь. И все, хана. Марина Громова. Вон. Марина Громова, спасибо за набор букв. Ребят, кто-нибудь забаньте Марину Громову. У нас Марина Громова является ботом. Спасибо. Что тут? Душа. Ну, наверное, и там тоже какая-то душонка валяется. Облом. Мне идти вовнутрь или наверх? Ну-ка, сейчас позырим, что тут есть. Александр Крылов. Сиракрыса просто там убили. Думаешь? Мне, наверное, бы об этом как-то сообщили. Я это того бью, так сказать. Хорошо, спасибо, Макс. Я думаю, то, что если бы сырокрыса-то этого Макс, замочили, 80. мне бы сказали об этом. Погиб, квест завалил, бабки есть, короткий меч быстрый или гитрит получше. О-во-во-во-во. Это какой-то жирный, кстати. Бля. Он не отъехал на одном, так отъехал на втором. Надо сначала верхнего валить. А он мне всю жизнь портит. Сирокрыс погиб, Александр квест завалил, у бабки И есть это его короткий там меч. Быстро, легкий, крит повышенный.
Ладно, хрен с ним с серокрысом, но только когда его успели завалить, я его просто отправил, типа, искать что-нибудь полезное, а он взял и не вернулся. Александр Крылов. Бабки пепел отдай. Пепел кого? Серокрыс? Ах ты гнида драная. Все равно зацепил, ты смотри. Бля, можно вот сюда с ним? Вот тут я с ним биться хочу. Пошел в бочку. Бам. Бам. Александр Крылов. Сирокрыс. Ну еще разок-то трепни ему, блять. Весь пепел, который есть у меня в наличии, я бабки отдал. Там, где сидел серокрыс этот, и я подходил, там ничего нету. Ну, типа, не было такой плашки, то что вы подняли пепел серокрыса. Такого не было. Бля, тут там тоже что-то есть. Ну-ка. Эвил Гаусси. Сирокрыс. Звучит как кличка серого. Макс 83. Давай одноручку тебе подберем или этим мечом будешь играть. Например, какую? Александр Крылов. За пеплом идти надо. Если за пеплом надо идти, тогда куда? Ну просто любопытно, я за ним не пойду. Пошел он нахер. Не пригодится. Наверное. Это же не квестовый предмет. Ну в смысле, не прямо сюжетно влияющий. Я сейчас вообще виверну бодать иду. Так-то. Опа. Ну вот так вот. Давай. Давай. Все. Он подох. Не угадал ты. Вот так. Все, подох. Постоянно дают большие осколки титанита. Какой щиток. Херня стопудал. Я думаю, то, что щит черного рыцаря самый оптимальный. Макс 83. Надо смотреть, что у тебя есть. У бабки короткий меч есть. Смотреть надо в храме. Давай я, наверное, вне стрима почитаю, что там есть у бабки. Почитаю про одноручные мечи. Если мне что-то понравится, тогда я возьму. Если нет, то я чё, зря вот этот качал. Так-то. Я так понимаю, что еще один меч прокачать. У меня уже не хватит ресурсов. Виверну, а не виверна. Моя работа. Я ж тебе тогда еще сказал, то что надо это слово просто, что в мозгу утрамбовалось, и тогда я перестану его коверкать. Прошло время, оно утрамбовалось. Так, а тут ты поднимаешься понятно куда. Угу. Ну все, дергаем рычажок. Дорогая, я дома. Угу. И верно, у нас как раз вот там. Мне нужно встать с левой стороны и попробовать дать ей по репе. Я, конечно, попробую. Удар в падении. Ну вот, мне подсказывают. Да, слушай, а жира не хватает. Да, но как забраться-то сюда? Может, нет, не так. Стой, другая ступенька, по-моему. Да иди ты нахер отсюда. Нет, слушай, не эта ступенька.
Бля, какая же? Я только один раз смотрел, как ее убивают. mr.тест. Это БЛ. Мягкий знак неверный это да. И краткая дракон вычел БЛ. Я. Но он сейчас меня замудохает просто тут и все. Почему он не забирается вот сюда? Может, кружок какой-то надо сделать, волшебный? Макс 83. Варианты, если не продал палаш длинный меч, выбивается с рыцаря латыка меч, латыка выбивается с уход меч, тьмырительский меч, короткий меч. Нас. Это ребят. Я понял, что это Виверн. Виверн. Перевел голос. Виверна была неверна. С какой ступеньки ее надо замудохать, чтобы она подохла с одного удара? Вот в чем вопрос. Так-то похуй, как она звучит. Я сейчас просто отъеду, у меня это скончается. Но он не забирается сюда никак. Блять. Я хуй знает, что за ступенька какая. Может, отсюда откуда-нибудь? Блять. Это метель. Заебись. Прыгнул. Просто взял, выпилился. Макс 83. Беги дальше от Виверны. А я видел то, что прямо с этого поребрика скачут чуваки. Это не так? Он прям сюда, короче, этот. Максом Кармик знает канал такой. Он прям вот на тот поребрик запрыгивает, как-то заходит туда, не знаю. И потом прыгает и по башке, и она сваншотится, и все. mr.тест. Зай.в.с. Мягкий знак нормально, пацаны. Вообще, ребята, умеете магать. Бля, может где-нибудь здесь? Макс 83. Падать на Виверну намного дальше. По локе лестницы дальше наверх. Падать на Виверну намного дальше. По локе лестница дальше наверх уйдет. Бежать сверху. Чтобы на что-то забраться, попробуй бежать сверху вниз. Ну, логично. Ну, поскакали куда-то сюда локация меня тащит. Тут же лестниц никаких? Никаких. Давай. Давай дальше. Слушай, так это получается вторая Виверна, которая, которая сидела там. Блять. В замке Лотрика. Бля. Вот отстой. Опять всех проходить. Давайте, наверное, перекурчик. Дальше беги вперед, еще дальше. Хорошо, я понял. Давайте перекурчик 3 минуты. Сейчас я подойду. Андрей Тихо. Недоработал на перекур еще. Наглый ПЗД.
поехали. Так как у нас эта виверна дышит постоянно огнем на мобов, и они от нее отъезжают, надо просто прятаться от них и все. Она их сама замочит. Сколько там у меня душ на кону? 35 где-то, да, косарей? Пробегаем мимо очка и... Дай пройди. Вот тут мы подождем. Сейчас дыхнет, да? Ну, неплохо. А еще разок, не? О. Ну, один только там долбанул меня чуть-чуть. Добиваем. Ни хера не вижу. Камера, как обычно, моросит. Вот тут интересно, что находится. Подох? Бля, кем мне досталось? Ладно, у меня немножко есть времени. Бля. Что там лежит? Что это? Кетонита? Да, такое себе. Так, говоришь, какой-то моб с цепью, да? Давай искать его. Помозяка какая воинствующая. О, все собрались. Подходи по одному. Сейчас я их мамину маму. До свидания. Все, подох? Нормас. Большой осколок. Угу. Но у него цепи нет. Значит, не тот. Александр Крылов. Локация дальнее поместье. Выйдешь на улицу и по болоту направо под арку. Там будет слева в конце среди 40 ножек покоится тело серокрыса. Дальнее поместье, ну, потом, давай потом. Тут у меня босс висит немножко, который меня пытается огнем задышать. Потом мы с этим сырокрысом займемся, может быть. Сейчас пока не до него. Ах ты, ёбак. Кстати, у него цепи не было. Да, тут уже, наверное, ничего не увидишь. Попробуйте удар падения. Ну-ка, а тут что у нас? Тоже какой-то подъем. Где это падла? Ну-ка, еще какие-то подъемы. Угу. Ну давай. Тихо, 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 тихо. Главное стамину контролировать. Покойник. Титанита осколок. Ха, стоит, ждет сучонок. Ну да. Так, у нас получается что, 3 башни, да? Где-то. Или 2.
Громовой болт. Не то. Все не то. Отсюда я поднялся. Давай вот туда сходим. Я так понимаю, она меня где-то внизу, да, там, или дальше ждет? Наверху. Хер знает, я ее не вижу. Ну, не атакуют, и ладно. Это получается... Угу. Все, я понял, где я нахожусь. Давай, наверное, по низу все-таки безопаснее будет идти. Наверное. Вот этого бы как-нибудь. Блять. Я, наверное, не успел, да? Угу. Я понял, кого надо валить, чтобы до этой. Тихо, 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 тихо. Ну, дайте хоть сообразить-то, что делать. Сука, ну каждый лупит тебя и все. Я тупо не успел отхилиться. Пиздец, все, локация зала. Макс 83. Да, беги просто вперед, лестница впереди наверх. Попробую. Хочется же типа все смотреть, чтобы ничего не пропустить. Вдруг какие полезные ништяки найдутся. Причем там впереди тоже какая-то стена тумана. Это типа конец локации. Ну определенно сейчас создадим всех. Андрей Тихонов. Да ты и так пропустил. Бля. Макс 83. Осматривать потом после виверны так задумано лоб. Да, в принципе, логично. Андрей Тихонов. Туман, потому что ты в бою с боссом. Ну вот, получается, на этом моменте у тебя типа локация заканчивается. Теперь надо тут более-менее хотя бы топлять. О, пизда душам. Не дают осмотреться, какая лестница, в какой стороны она вообще будет, куда забираться, хуй знает. Я просто, блин, прибежал туда же и подох. Я так понимаю, лестница где-то с левой стороны. Потому что я бежал сейчас по правой. Ивил Гаоси. Туман так как поставь графику получше. Че, мыло сильно, да? Сильно мылит картинка. Андрей Блять, я его за ногу Перед его туманом зацепился. свет. Ты под ней, да? Угу. Перед туманом слева. Хорошо, блять. Да ёб твою мать, дай пройти-то, ты уёбок сраный. МР. Нормально, все, он издевается. Ну, по-моему, Хидетака издевается. Макс 83. Как залезешь по... Да ёбаные уроды, блядь. Ну, короче, ты бежишь по сраному коридору, и тебя ебашат и ебашат со всех сторон просто. Блять, уроды. Ну, быстрее ты. Просто пизда. Ёбаные мобы. Вон эта лестница, я увидел. Наконец.
Ну да, еще бы он меня не зацепил. Пизда, ну я потому что паровоз тут собрал за собой. Вот они меня и коцают все потихонечку. Так, и отсюда что делать-то? Вот сюда. Наверное, я так понимаю, на вот эту лестницу надо забираться. Я просто тороплюсь, вдруг меня еще дракон решит долбануть огнем. Мерцалка, ну окей. Все, тупик. Его заглючило, что ли? Ну да. Андрей Тихонов. Пробежал. Давай сюда. Макс 83. Читай коммент, все написал. Найти бы его еще среди прочих. Ну, лестница наверх впереди. Я свободен, ура. Ложись спать. Да беги просто вперед, лестница наверх. Да ты и так пропустил. Осматривать потом после виверны так задумано лока. Туман, потому что ты в бою с боссом. Туман, как повторяю, как залезешь, падает на виверну. Надписи на полу увидишь. Место падения лестницы после моба с цепью, где щитовик стоит. Ну вот тут надо падать. Вот прям тут. Вот они надписи. Слабое место, башка. Понятно. Удар в падении. Но дело в том, то, что эта гнида вообще никак не двигается. Ее заглючило. Падать не на кого. Я не знаю, что делать. Она вон там застряла в текстурах и все, и ползет себе по воздуху где-то. mr.tost. Стреляй. У меня стрел не хватит, столько здоровья с ней снести. mr.tost. Акелия глаз. Ну, попробуем. Да. Андрей Тихонов. Лук. У меня, боюсь, не хватит стрел. Давай заряженными ударами пошмаляем, насколько это возможно. 96 сшибает. Ей по... Здесь у меня стрел хватит. Андрей Тихонов. Хватит. mr.tost. Норм идет. Макс 83. Значит, еще снова перезагрузить лаку и снова бежать, она застряла. Ну давай попробуем. Давай попробуем просто из любопытства. Если не хватит, руками добьешь. Закидай тапками. mr.tost. Ухма экшен. Да пиздец вообще. Прям максимальный максимальное погружение в атмосферу. На пределе. У тебя дракон шагает почти как Майкл Джексон. Ну, дракон сломался, несите нового. Не, в принципе. КС Теодор. Давай попробуем, может хватит стрел. Ну, вдруг. «30 стрел, я снял ей где-то четвертуху. Нас. Мы не ищем легких путей. А. Зато максимально безопасно. Андрей Тихонов. Сроки игру. Переигрывай. Сроки игры. mr.tost. Еще бомбы есть. Да, и по-моему у меня есть еще немножко пиромантии. Ой, я 46 я прилетела, я куда я там, в глаз что ли долбанул? Макс 83. К концу стрима застрелишь. Ну или к утру. Как раз мне в 6 утра на работу вставать. Так, 50 стрел, половина урона. Эпичная битва, однако на грани жизни и смерти смотрю. Да, максимально.
Ну, я не виноват, что босса глючил. Когда-то и по 73 прилетает, когда-то по 200. Это как вообще? Чего? Кстати, у меня тоже еще какие-то луки там есть, какие-то арбалеты там. Так что... Я можно закидаю, короче, ее. mr.tost. Если босс заключил, то это проблемами от закидки. Вот, я абсолютно с тобой солидарен, товарищ. То, что если босс заглючил, это, блядь, не моя проблема. Одна ошибка и все может пойти не так, как надо. Кинопредика. Из дракона получится головой как ежик. Но если что-то пойдет не так, как надо, не получится ее запинать, тогда уже мы этого босса разглючим. И, как предполагал тот самый Миядзака, прыгнуть отсюда и долбануть ей по башке. Но пока вроде идем, неплохо. По-моему, стрел хватает. Ну вот, а вы кричите там, перезагружай, беги заново. Сейчас мы ее вот так вот просто захуяриваем и все. Что делать? Надо игры проверять, прежде чем продавать их на общественное, так сказать, обозрение. То один босс лагает, то другой босс лагает, то серваки не работают. Вообще, заебись. Игра по full прайс. Сколько она? 2500, по-моему. А еще в самом начале она, кстати, глючила у меня артефактами. Пришлось выходить и заходить заново. Сейчас, кстати, фу-фу-фу, это дело прошло. Отболело, так сказать. Охуенный экшен. Так. Эти стрелы закончились. Ну, что тут можно? Вот такие поставить. Какая разница? Кинопредик. Сейчас КП кончится у нее и дракон станет бессмертным, забожаться. Сплюнь. Это, наверное, для больших, да? Луков. Стрела лунного цвета. Подходит для моего? Да, подходит. 55 сносит. Одного выстрела не хватает. Чумовой расклад. Но у меня есть другой лук, по-моему. Кинопредик. Это самая эпичная битва, я один больше за дракона переживаю сейчас. Да ты не переживай, с ним все будет хорошо. После Драконоборца возьми. после этого какого? После перезагрузки он все забывает и появляется заново. Вот и улетела вся виверна к хуям собачьим. А то говорит, прыгай, бей по башке. Куда прыгать-то? Босс ёбу дал. Я ни при чем. Хоть стрел хватило. Угу. Это вот я так мне позволят потом спокойно изучить локацию. Заебись. Кинопредира. Не едь Гендальф. Я, говорит, приду с лучами солнца с востока. Куда меня портанули-то вообще? Ну окей. Бля, я даже, наверное... Наци. Виверна даже последнее слово не сказала. Она вообще ничего не сделала. Давай-ка в храм огня, чё мне душу просирать лишний раз? Ира, ну здравствуй. Здорово, Кирилл. Чтоб души не просирать, мы сейчас, короче, качнемся. И нормас. Музыка в храме изменилась. Да. Макс 83. Вот теперь можно и спокойно исследовать с первого костра или со втрага назад.
Я, наверное, побегу прямо с этого, перед Игорь, воротами. Я снова здесь. И снова с лайком. Хорошо, спасибо за него. Прямо от ворот побегу, там где вот колокол, где она первый раз появляется. Надо там начинать там осматривать. По идее, до этого я тут все видел. Не вижу смысла дальше двигаться. Ну, в смысле, раньше начинать локацию смотреть. По-моему, она еще вправо, да, уходит, эта лока? Скорее всего, даже вот тут у нас Нет, слушай, не костер. Всякие штучки валяются. Давай туда посмотрим. И такой. Уголь. Хорошо. Много угля? И навозный Игорь, пирог на веревке. Вчера начал прохождение второго Dead Space. Да, он я видел. показался еще трешовее и сложнее, чем первый. Я видел то, что да, ты Макс начинал. 83. Я посмотрел немножко Николай стрим твой. спускается на первой кате со второго костра. Dead Space, кстати, по-моему, второй мне вот попроще показался. Первый чуть сложнее, по-моему. Так, колокол, ничего? Ничего. Ладно. Лифтовая спускается на первый Кате со второго костра. Ну, видимо, не Катя, а ко второму костру. Ладно, мы сейчас эти срезки открываем, естественно, по возможности. Сейчас просто я изучаю локацию. Давай, выходи по одному. Там, по-моему, их трое, да? Во-во. Иди сюда. Кирилл, как у тебя дела вообще? Вообще дела тоже хорошо. Видишь, боссов ложу прям один за другим. Сегодня это уже третий босс, который за сегодня отъехал. А вчера наоборот плохо было. Вчера я с Лотриком 3 часа просидел. Урна молния. И никаких результатов. Зато потом после стрима его забодал. Как-то так. Так. Второго не будем агрить. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Разбегались. До свидульки. И может что-то выпало, Андрей нет? Тихонов. Латрик порадовал хоть? Ну, скажем так, я после того, как убил Лотрика, я просто выдохнул, потому что этот падла меня душило. Ну, то есть, смотри, на стриме, короче, я 3 часа 30 минут его А то мудохал. ты на расслабоне совсем. На стриме я его мудохал 3 часа 30 минут, доходил только до второй фазы. После стрима я еще 2 часа с ним ковырялся. Вот. И когда я его замудохал, я почувствовал себя свободно. Типа того. Ну, типа, знаешь, ух, дело сделано. Мерсалка, ништяк. Вот, а теперь я смотрю то, что после вот этого Лотрика, возможно, его подразумевали как предпоследним боссом. Поэтому он такой лютый. Вот. Я назад его, да? Да. Поэтому мне как-то вот эти вот боссы, которых я сегодня прохожу, как-то вот, ну не знаю, довольно-таки просто даются. Может быть, конечно, дело в оружии. Ну типа у них там урон дополнительный от моей пухи, а может быть еще что-то. Я не знаю. Тихо, тихо, блять, мудачье. Ну, меня просто в углу запинали и все. Я нихуя Макс сделать не 83. смог. Второй раз будешь третий Дарк. Проходить или все наелся? Второй раз? Нет, Dark Souls 3 я не буду второй раз проходить, потому что у нас скоро на носу Elden Ring. Я его купил по предзаказу. Ща на петухе посмотрим сложность. Ну да, стопудово я сейчас буду на петухе присасывать. Так сказать, с проглатыванием. Эвил Гаоси. Мочи козлов. Вот.
второй раз я НГ+, там и так далее запускать не буду, потому что еще Elden Ring у нас выходит в конце февраля. Мне вот она интересна больше, нежели проходить одно и то же по 10 тысяч раз. Вот, и потом, после, наверное, Elden Ring, я попробую пройти второй Dark Souls. Ну, просто чтобы в одни и те же игры не играть, конечно. Я попробую второй Dark Souls пройти только за мага. Ну, чтобы, знаешь, его, типа, пробежать его, короче, по-быстрому и забыть, потому что, как говорят, то, что второй Dark Souls, он, типа, ну, вообще, такое себе. Далеко не good. Ну, я не знаю, может быть, наоборот, мне вообще понравится. Что? Чурка. Хули негры не работают. Оп, оп. Тихо. Андрей Тихон. Магом хрень. Магом хрень. Ну, пиромантом хорошо. Я, может, их путаю. Так, тут у нас еще один стоит за углом. Хорош. Парочку там Андрей наверху, Тихон. по-моему. Вот это другое дело. Я смотрю, прям Андрюха, да, фанат пиромант. Бля, вот это... Макс 80. До Elden Ring еще месяц хотят Дарка бомбить, но затягивает как наркомана после дозы. Да, кстати, походу есть что-то в этом высказывании есть. Ну просто чтобы одно и то же не проходить, правда, же есть второй DS, который тоже, допустим, ай, блядь, можно, блядь, можно тоже месяц юзать. Так-то. Но есть и другие игры, которые на примете хотелось бы пройти их. Огненный отец. Блядь, ты сдохнешь, ну? Наконец. Как, кстати, упало-то с ним? Большой осколок. И вот здесь вот, да, вот, я вот эту штуку пропустил, по-моему. Обломок. Понятно. Ну, а сейчас я всю локацию пробегу, как раз просранный тридцатничек-то не надыбается. Тут все, да, по-моему? Да, все. Пошли наверх дальше. Хотя можно попробовать вот этого вот гаврика у нас выманить. Серьезно? Понятно. Подожди, я же подох, у меня должны стрелы. Да, вот. Все, стрелы на месте. Когда подыхаешь, тебе стрелы из сундука назад возвращают. Макс 83. Одно и то же, да, но Блядь. затягивает реиграбельность большая. Кстати, интересно, какая будет реиграбельность у нас. Тихо. У Elden Ring. Вообще, в целом, интересно, что с ней сделают. Обещают более казуальную игру. Но народ очень сильно за это будет материть Хидетаку. Тихо, 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 тихо. Блять. Ёбаный по башке. Взял, запинал меня. Причем я вообще вот буквально, да, по сути, если взять эту локацию, я прошел-то 2 лестницы вперед всего. Ну, то есть буквально там 10 метров пробежал, чуть дальше и все. Я думаю, если более скилловый игрок, как бы с хорошей пушкой, то вообще ДС-ка, ну, не по спидрану, но очень быстро пробегается. Игра длинная тебе кажется, потому что ты сдохнешь на каждом шагу. Раз-два и трупик. Да.
Потому что ты дохнешь на каждом шагу, поэтому игра занимает столько времени. Ну, типа, сейчас уже 70-й час игры идет. Ну, из них, наверное, я фармил, может быть, часов... Ну, часа 3-5 от силы. Не больше. Так, давай попробуем этих, блять. Андрей Тихонов. А вот если подсказки появились, может и сервы воскресли. По-моему, они вчера мне тоже встречались, подсказки, но не так часто. Нет, видишь в чем? Сервер не воскрес, походу, бля. Пизда. Ну, они толпой забивают тебя и все. Суки, 26 косарей проебано. Ну, короче, нехуй тут паровоз собирать за собой, они догоняют. Ебаны. Чтобы, скажем так, сервера воскресли, нужно зайти и выйти из игры, зайти заново, чтобы локалка выключилась, а включился онлайн. Как-то так. Сколько получается у нас серваки? Дней 5 уже, да, стоят? Или 6? mr.тостер. Андрей Тихонов собака. Прикинь его в Diablo 3 запустить на портал так эдак 150+. Ну, третью Диабло я со своей проходил, по-моему, раза 4, по-моему. По-моему, мы дошли что-то, как же там, кошмар +4 или что-то такое. Макс 83. Ну а сам ты как Elden Ring должен быть сложным, как Dark или казуальным. Ну а сам ты как Elden Ring должен быть сложным, как Dark или казуальным? Знаешь, я думаю, что он должен быть казуальным на открытых участках, mr. но сложный по боссам. Нет 150 ВП+. Это другое. Я понял. Вот, я думаю, то, что вот прям сложным на боссах будет прикольнее смотреться. Ну так как мир открытый, он типа должен быть Еще и насыщенный. на ХХ. А там и нет падает и все. Моник вылетает в окно. Еще и на ХК, а там и нет падает и все. Понятно. Не надо вещами бросаться с окон, геймпадами в экран. Кто там? Вчера, по-моему. mr.тостер. Плюс. Вчера, по-моему, чувак писал то, что наушники вроде захуйнул от третьего Dark Souls в окно. Интересно, насколько сильно страдает Хидетака, когда его просто полмира костерит, проходя его игры. Ну, типа, знаешь, допустим, Хидетака умер, его закопали, вот, и люди начинают проходить его игрушки. Вот, и он там как юла просто в гробу должен тогда крутиться. Примерно так. Андрей Тихонов. Когда 300+ часов в жопу улетают, там и блед можно кому-нибудь пробить. Вспомнилась история, как у нас один чувак, с которым мы в путяге учились, они набухались со своими корешами и начали холодильник наспор пробивать с кулака. Потом пошли быстренько в медпункт руки себе зашивать. Ну, холодос пробили. Старый такой, советский. Типа бирюза какая-нибудь, знаешь. Макс 83. Я скажу так, если б Dark не был бы таким сложным, загадочным и играбельным и вел бы тебя за ручку, игра не была так популярна. Да, естественно. На него бы внимания никто не обратил. Это была бы стандартная РПГ-ка, которая проходится, знаешь, там, не знаю, до 2 вечера.
Ну и как бы все. Блять. Естественно, пока ты пьешь, он тебе ебанет. Ну главная цель достигнута, руки это так вторично. Что за моб-то такой ебанутый, а? Ты сдохнешь, нет? Блять, он до сих пор живой. Пизда вообще. Ничего лютый, а? Хрен. Надеюсь, вот этот на башне меня не зацепит никак. Если бы, да, все бы пробегали этот, как его, Dark Souls, ну и так далее, Demon Souls, да, любую хидетаковскую игрушку, все бы, ну, просто никак бы к ней не отнеслись и забили бы хер. Но я вот скажу то, что, насколько я понял, по крайней мере в России, не особо, вот, допустим, приветствуется Нио. Что первая, что вторая, как бы, ну, так, любители Dark Souls как бы в нее поигрывают, потому что, наверное, других проектов нету подобной сложности. Но тем не менее, особо, я смотрю, не зацепила она их. Потому что механика немножко другая. Потому что персонаж немножко по-другому выглядит. Ну и так далее. Что за звуки? Ты, блядь, кто такой? Тебе что нахрен надо? Понятно. Очередной лютый долбоёб. Ну да, мы тут с ним не побьемся вообще. Тихо, тихо, тихо. Блять, он зажал меня в углу. Я застрял в текстурах этих ебучих. Да сука. Блять. Нее много японщина плюс наши стереотипы. Может быть, не знаю. Ну, короче, я сейчас в текстурах застрял, а у меня от мудох. Как он? Откуда вылет? Что это за хрен вообще? Я знаю зато, где его искать. Причем это не какой-то красно помеченный Макс такой 83. NPC. Сейчас игры с картой все подсвечивается режимы сложности, медзака поменял систему ценностей, типа ищи сам, вот тебе способы, играй, думай сам. Но, кстати, прикольно, вот я прочитал эту тему. То, что... понятно. Андрей Тихонов. По минус. Мы ему таких жестких двое будет. Я забрал души, нет? Блять. Давай-ка души заберу. Где они там? Да, 2 метра я не допрыгнул, меня ебашат с двух сторон и все. Медитака прикольно сделал, ну, по крайней мере, если не пиздешь, то в Elden Ring ты типа сам себе можешь карту отмечать, как тебе удобно будет. Я думаю, это прикольно. Я вот игр не припомню, чтобы можно было отмечать. Ну, типа сам себе карту делать. Так, пока он появляется. Понятно. Сука, мелкий, как клоп. И вонючий, пиздец. Андрей Тихонов. Играю в God of War 4 и понимаю, что с системой сложности это не игра, Блять. хуйня. God of War 4 я проходил на 4-й плойке. Ну, такое себе. Она мне очень сильно Darksiders 2 напомнила. У тебя есть общий хаб, и из него ты, блядь, туда-сюда проебишься, мочишь боссов. Ну, таких тоже. Среднячковых довольно-таки. Но там валькирии сложные. Это единственное, что. Я, по-моему, даже ни одну не убил, но их спокойно можно скипывать, не проходить. Это типа на твое усмотрение. Ты смотри, какой уебан, а. Пиздец. Ты, короче, бежишь, всю локацию. Мудохаешь вот этих вот горбатых клоунов, а потом вот такая козявочка маленькая появляется и начинает тебя дрючить просто.
как Сидорову козу, нахуй. Он какой-то ёбнутый, он прыгает, скачет. Макс 83. Режим сложности в игре не нужен, игра должна быть такой, какой есть, без всяких режимов. Вообще да. Хотя. Есть же... Стой. Серьезно, там еще кто-то мне пизданул сверху, что ли? Охуенно. Кого-то пизданутого моба сюда поставили, еще, блядь, кто-то мне спамит каким-то говном. Нихуя он мне ёбнул просто. Сука. Кувыркается, что-то мочит, прыгает вокруг тебя. Пиздец, он какой-то ёбнутый. Они, наверное, просто на нем скорость задрали по-бешеному. Ты за ним тупо не успеваешь. У тебя же персонаж-то тут довольно-таки медлительный. Он даже бежит-то среднячково. Поэтому просто скорость задрали, поэтому сложно. Достал, но не достал второй раз. Макс 83. Этот гуманизм к игрокам дает падение интереса и стремления. Но знаешь, допустим, если ребенок выпросил у мамы игрушку, ну не знаю, за 2000, и не может ее пройти, и жалуется маме: мама, типа, ты мне купила игру, а я ничего с ней сделать не могу. Блять, он какой-то явно ёбнутый. И что надо вообще? Поэтому жалуются люди. Просили у Хидетаки снизить на Секиро сложность. Нихуя он мне ебанул просто. С одной подачи вынес все здоровье. Ништяк, охуенный моб. Просили Хидетаку снизить сложность на Секиро, потому что все привыкли к Dark Souls, он взял механику вообще на парирование, ёбнул, и все такие хуяк и присели. А сейчас ничего, придрочились. Так сказать, Хидетака настоял на своем. Пиздец, а? Чё за моб, нахуй? Макс 83. Захочешь пройти, пройдешь, смотря как стараться. Вот, блять. Пиздец. Смотря как стараться. Вот у меня вообще не было опыта. Ну, так, 1,5 часа я в Bloodborne побегал. Ну, до первого босса, короче. Сдох, все, забросил. А потом, спустя 2-3 года, я попробовал уже Секиру поиграть. Я старался 3 часа. И нихуя. Ну, как бы. Я даже до первого босса не добегал. Мелкий пидор. Ну-ка, кто кого? Подох. Уебок. Ирил Гаоси. Я Секира за 3 часа дня прошел. На ютубе. Но некоторые тоже так поступили. Поэтому тяжеловато людям. Вот они и жалуются, то что... Еще один? Да ты чё? Вы чё, блядь, издеваетесь? Короче, походу он не спавнится, да? Надо что-то сделать, чтобы он, блядь, больше не появлялся. И опыт придет, и способы найдешь, в этом и есть весь цинус фромов преодоления, найти способ. Сука, а что делать-то с этим мелким? Почему он постоянно появляется? Какая-то хуета. Может, вот этот крендель его спамит? Или просто тут их двоих таких надо завалить? Еще. Давай, 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 давай. Ну и все, мне пиздец. Я не попал маленько в тайминг. Да.
Блять, гондон. Ебать, у него стамины, наверное, да? Как дракона яйцами. Мочит и мочит просто без передыху. Стоит тебе только проебаться, все, ты покойник. Почему второй-то вылез? Что-то я вообще нихуя тут не понимаю. Может быть, здесь надо что-то нажать, я не знаю. Кому въебало дать, чтобы этот клоун больше не нападал? Ой, а какая? Ты охуела, что ли? Да. Короче, я начинаю опять повторять вчерашнее дерьмо и отлетаю просто каждые 3 секунды. Это говорит о том, что надо, наверное, передыхать в скором времени, да? Макс 83. Вот с этого призывателя выбивается посох поберушки, он дает больше душ при смерти моба. Ага. Сошел с рев. Бабку убей, она их призывает вечно. Души Макс по... 83. Санитовая чешуя Ты собрана. ходил? Нет. Я говорю то, что я попробовал, у меня ничего не получилось. На третий, на какой? Больше, чем на третий. Где-то час на третий, может быть 4-й, наверное, может быть даже 5-й. У меня, короче, терпения не хватило, и все. Я забросил секира, но все равно нашел, так сказать, себе настойчивости. Тихо, не туда, не туда. Нашел себе в настойчивости попробовать Сошел с первый рев. Dark Ты Souls. сразу к бабульш не берется. Охуенно. Блять, ты выходишь, чтоб пизды получить. Вы охуели, что ли, блин? Это пиздец. Это просто пиздец. Ты выскакиваешь, тебе с 2 сторон задавливают и выкидывают нахуй вообще. Просто за каждым поворотом тебя моб любой тебя выносит. Причем ты не можешь вот так вот находясь увидеть, что там происходит. Вот допустим, вот здесь можно моба поставить, и здесь моба, чтобы они одновременно ёбнули тебя топором, и ты умер. Раз 5 как минимум, жалко, второй части нет. Ну, видишь, надо понимать механику вот этого парирования, которое там в Sekiro присутствует. Говорят, что людям, которые любят Dark Souls, очень тяжело именно после Dark Souls переключиться на Sekiro. Все, он тут. Давай попробуем ебнуть этого петуха. Ну и все. У него то ли оружие какое-то, блядь, бешеное. Сдохнуть, мразь. Да, тихо, 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 тихо. Для чего лютый клоп, а? Все, я его тычкой случайно его убил. Так сказать, на противоходе ему ёбнул. Так. Макс 83. Секира проходил до знакомства с Дарком. Вот, а у меня так не получилось. Видишь? Я просто начал всасывать там. И поэтому у меня отбило желание ее начинать проходить. Но попробовал Dark Souls, как бы первый. И вроде ничего, вполне хорошо получалось. Я думаю, а почему бы его не постримить? А почему бы не полобать, не пройти до конца? Ну, вот таким вот образом. Прошел первую часть. Она, ну, вполне зашла. Сложно, но проходимо. Если знать, что качать и понять механику. Ну, вот именно удар, поворот и так далее. После первой части я прошел. Ну, прохожу сейчас третью. Но почему-то в Bloodborne хотелось бы побольше поиграть. Ну,
Хотелось бы в Bloodborne поиграть, нежели Sekiro. Она тоже, кстати, ну, неплохо смотрится. Эффектные бои на мечах, как бы, все классно. Но почему-то меня интересует больше Dark Souls. Кто ты, блядь, Bloodborne? Так, и это тут он, я отсюда поднялся. Ох, охуенно. Блять. Макс 83. Удар пяты от врага на уворотах, а в Секиро наоборот механка давить надо постоянно прессинговать и отражать. Сука. Вот как? Как просто можно было взять и ёбнуться вниз? Пиздец, блядь. Я тупо не заметил там ебаную вот эту хуйню. Ну, это подъебка. Тостер. Помянем. Это подъебка вонючая. Причем сейчас лифт стоит наверху. Все нормально. Так, давай сначала мелкого пидора валим, потом все остальное. Не хватает мне стаминки. Трепнуть ему еще разок. А не мешало бы. Оп, оп. И еще раз. Все, отлетел. Надо же, я придрочился этих педиков убивать. Нормально. Так, вот тут у нас еще какой-то ход, по-моему, да? Или я... Да, я отсюда почти поднялся, по-моему. О, черепаха. Тихо, 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 тихо. Я заглючила, что ли? Блять, мне еще не хватало черепахи отъехать. Да. По-моему, она меня атаковала сейчас. Да, здесь мужик висит. Да, я понял. Отсюда, короче, топаем наверх и поднимаем, спускаемся где-то вот здесь. Тут или рычаг какой-то должен быть, или что-то такое. Вот эту вороту надо открыть. А, нет, подожди, там же еще лифт, с которого я ебнулся. Да что-то локация не хочет заканчиваться совсем. Подожди, а лифт тогда куда ведет? Вот с которого я упал. Ну-ка глянь. Он едет в лифт. Ой, вниз. По-любому. Я должен, по идее, сейчас в самом начале локации, что ли, оказаться. Ну да. Все, я понял, где я. Я средку открыл. Но, кстати, первая часть ДСки, она поприкольнее сделана. Вот именно в плане локаций. Третья, она как-то более кишкообразная такая. Ну, прямолинейная, коридорная, скажем так. А первая вот чем-то напомнила мне этот Resident Evil 1. Когда ты можешь с одной части попасть в другую и так далее. Интересно сделано. Блять. Ну. Пизда. Подожди, он что, отхилился? Я же видел, что у него половина здоровья было. Угу. Камера скинулась, все нормально. Значит, я вот этому долбанул. Хотя дергались они оба. По идее, я должен был его задеть. Ну, в смысле второго. Обоих должен был убить. Второй раз, по-моему, такая херня встречается, то что два моба дергаются одновременно, но умирает из них только один.
А то и вообще оба даже не дохнут. Вот. Эх, вот сейчас бы не мешало. Тихо, 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 тихо. Что-то он там крутится, вертится. Да, нормально. 11 фляжек, в принципе, ну, отлично. Давно я, кстати, потайных стенок не видел. Блядь, там еще сзади, да, никого не хватало? Стой. Ну, я же говорю, сзади кто-то бежит. Вот о чем я и говорю, то что, знаешь, Dark Souls проходил его когда-нибудь, то уже поймешь, то, что тебе пизда, как бы, на каждом повороте. Если видишь одного моба, жди и второго. Блять. Ну я сейчас тут, походу, и подохну. Гандоны. Локация что-то не думает заканчиваться. Но я думаю, что думает заканчиваться стрим. Потому что что-то я подыхаю на каждом шагу. Поэтому давайте, наверное, закончим. Я сейчас, может быть, до костра до ближайшего добегу. Если тут его не будет, тогда мы просто следующий стрим начнем прямо с этого костра. Я так понимаю, что прямо отсюда ты уже топишь до финального, ну, до этого, до мужика с петухом. Думаю, как-то так. Так что давайте, наверное, на сегодня хорош. Я устал умирать. Вот. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Там лайки, комменты. Кому как угодно. Вот. Давайте, ребят, всем пока. Ирил Гаоси. Бай. Удачи. Еще далеко до костра, да? Ну вот, видишь. Так что продолжим. Андрей Тихонов. Еще далеко. Продолжим тогда на следующем стриме прям с этого костра. Я сейчас уже вне стрима не буду бегать. Хорош, наверное, сегодня. Вот. Продолжим тогда отсюда, короче говоря, и будем топить до этого, до безымянного короля. Потом уже по вашим, так сказать, наводкам пойдем в DLC. Потому что я пока не знаю, как туда добираться.